фото и видеосъемки. Пожалуйста, переведите мобильные телефоны в бесшумный режим. Просим вас не бросать предметы и цветы на лед. И напоминаем, что подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончании их выступлений, должны быть полностью завернуты. Благодарим вас за понимание. Уважаемые дамы и господа, представляем вам официальных лиц соревнований. Старший судья Сергей Чемоданов, Московская область. Судейская бригада. Судья номер 1 Мария Грибоносова-Гребнева, Москва. Судья номер 2 Светлана Михайлова, Белгород. Судья номер 3 Наталья Богуш, Самара. Судья номер 4 Татьяна Косыгина, Санкт-Петербург. Судья номер 5 Лолита Лапунская, Москва. Судья номер 6 Лариса Казьмина, Санкт-Петербург. Судья номер 7 Полина Якобс, Санкт-Петербург. Судья номер 8 Алексей Сучков, Москва. Судья номер 9 Юлия Соловьева, Томск. Техническая бригада. Технический контролер Наталья Китаева, Москва. Технические специалисты Ольга Маркова, Москва. Наталья Митюшина, Москва. Встречаем на льду участников первой группы. Матвей Ветлугин, Санкт-Петербург. Дамир Черипко, Краснодарский край. Семен Соловьев, Санкт-Петербург. Никита Сарновский, Москва. Даниил Самсонов, Москва. Глеб Лутфуллин, Санкт-Петербург.
Разрешена разминка. Добрый день всем любителям фигурного катания. Опрятней модного паркета блистает речка, льдом одета. Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед. Да, Михаил? Кажется, кто-то заслужил сладкий новогодний подарок за стихотворение. Это правда. На комментаторской позиции Василий Соловьев, Евгений Медведев и Михаил Коляда приветствуют вас на мужском одиночном катании. Всем привет. Здравствуйте. Это короткая программа. У нас продолжается чемпионат России. Чемпионат России 26-го года. И участники уже на льду. Первая группа, причем уже первая группа настолько интересная, что даже страшно их представлять, что называется. Первым будет кататься Матвей Ветлугин, чрезвычайно интересный фигурист, артист, который может любые образы воплощать на льду. Ну, не такой простой у него был, конечно, этот сезон, но мы желаем ему удачи. Его тренерская группа была на ваших экранах. Рукавицын, Глинка, Молотов. А следующим за ним будет кататься Дамир Чирипко из Сочи. Спортсмен этот приехал. Вообще он родился в Донецке, но переехал еще в детстве в Краснодарский край, который сейчас и представляет. Тренирует его Ксения Желепинайте и Юрий Котов. Ну, в этом году в Красноярске на Гран-при он взял 5-е место. Наверное, можно двигаться вперед, улучшаться, сражаться, цепляться за результат. У него очень интересная программа на интересную, необычную музыку. Ну, вообще, такие вот они творцы в этой школе сочинской, которой, кстати, руководит олимпийский чемпион Алексей Урманов, ученик Алексея Николаевича Мишина. Следующим будет кататься Семен Соловьев по прозвищу Муромец, спортсмен, который родился в этом прекрасном русском городе Муром, потом переехал в Санкт-Петербург, ну и сейчас здесь учится в университете имени Лесговта, причем вместе с Николаем Угожаевым, вместе с Глебом Лутфулиным они увлекаются бильярдом. Ну, в общем, у них здесь такое потрясающее сообщество по разным интересам. Тренируется Семен Соловьев у Артура Гачинского. Спортсмен чрезвычайно внимательный, аккуратный, но вот на прошлом чемпионате России не выступал. Сейчас посмотрим, как пойдет у него в этом году соревновательный процесс. Его тренер Артур Гачинский был на ваших экранах. Следующий ученик Евгений Плющенко из школы Ангелы Плющенко. Никита Сарновский. Никита из спортивной семьи, старший брат Кирилл, младшая сестра София также занимаются фигурным катанием, также тренируются в Академии Ангелы Плющенко. На чемпионате России он дебютант. Ему всего лишь 17 лет. Часть сезона он пропустил из-за рецидива травмы, но вернулся в строй. Вот в Москве был 7-м на Гран-при, в Омске уже 4-м. То есть набирает, надеемся, форму, и сейчас нас всех приятно удивит. Я очень сильно соскучился по всем прыжкам с правой ноги, говорил Никита Сарновский в интервью. Не прыгал очень-очень давно. Ну, пусть сейчас эта тоска по прыжкам наконец-то пройдет, и он исполнит все то, что он хочет, все то, что было установлено тренерами. Даниил Самсонов вслед за ним будет кататься. Это уже ученик Светланы Соколовской. У Светланы Соколовской, между прочим, на этом турнире больше всего спортсменов, целых 3. Как ни странно, из 18 вот именно Светлана Соколовская из школы «Нашей надежды», Татьяны Навка, так блеснула продуктивностью, можно сказать. Спортсмен Даниил Самсонов тоже очень интересный, учится на тренера на 3-м курсе института. 2 раза выступал на этапах Гран-при, занял 7-е место. Ну, сейчас самое время как-то проявить себя.
Уважаемые спортсмены, до завершения Что разминки происходит на осталось 1 разминке, минута. дорогие друзья? А на разминке все очень бодренько, я бы сказала. Мы вот с Мишей смотрели утреннюю тренировку, все группы, и можем с уверенностью сказать, что сейчас на 6-минутной разминке дела обстоят намного лучше, как будто бы. То есть у ребят лучше идут прыжки, они как будто бы больше в ногах, равновесие, что ли, лучше держат, выспались, кофе напились. Парни проснулись просто после утренней тренировки. Может быть, потом еще немножко поспали, пришли в себя. И сейчас, в принципе, разминка идет достаточно бодро. И я вот таких прям грубых ошибок и не видел. Класс. Но у вас тут в Санкт-Петербурге атмосфера такая, знаешь, немножко сонная. Зимы нет, снега нет. Я сказал, что наряднее модного паркета. Но единственное, что одето в лед, это вот здесь в юбилейном каток. Больше ничего нет. Ну и хочется сказать, что в завершении этой разминки, этой группы участников выступит Глеб Лутфулин, ученик Алексея Мишина, Татьяны Мишиной, Татьяны Прокофьевой и Елизаветы Туктамышевой. Ну и, конечно же, юбилейный, это вот такой невероятнейший дом Алексея Николаевича Мишина, Тамары Москвиной. Не знаю, все ли знают, что в 1967 году, когда открывался этот дворец, ключи от горосполкома в лице Александра Александровича Сизова вручили именно Алексею Николаевичу Мишину. И вот с тех пор он здесь и работает успешно. А сейчас уже воспитывает не только спортсменов, но и тренеров, которые в свою очередь работают с молодежью. Матвей Ветлугин будет кататься первым, артистичный, неординарный, умеет катать любые образы, от царя Александра II до Загитова и Ягудина, которых он так смешно пародировал однажды. Не просто начался сезон у этого потомственного атлета, и сегодня самое время все сделать как надо. Как молоды мы были в исполнении Юсифа Эйвазова. Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Бессмертно, как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя.
Браво, Матвей, браво! Какое начало, как прозвучала эта программа сегодня здесь, сейчас. По-моему, ни разу в сезоне он вот так не катался, как сегодня он потрясающе дал нам представление. Идеальное начало чемпионата России, короткая программа для мужчин. Матвей умница. Просто вот взял, собрался, сделал все даже лучше, чем на тренировках, лучше, чем на разминке. Мы вот с Мишей как раз-таки обсуждали, что тройной аксель у него не шел. Это одна из лучших попыток, которую вообще он сделал за сегодняшний день. Спортсмен сам доволен. Мы Мотю поздравляем очень с таким прекрасным прокатом. И такая короткая программа должна дать еще больше уверенности в произвольной. Поэтому, если он в такой форме, хочется уже посмотреть, что же он в образе в статном своем в произвольной программе покажет. Он действительно в хорошей форме, и по тренировкам это было видно, что он в нормальной кондиции, он в ногах, он не делает ничего лишнего, каких-то вот срывов нет. И вот стартовый четверной флип, оттянулся, постоял, взял паузу и замечательно сделал. Такой спокойный, уверенный. Нет как будто бы вот этого дисбаланса между второй оценкой и техникой. Вот как будто бы он вошел в то состояние, в котором действительно должно получаться все. И вот тройной аксель, хотя, Миш, мы с тобой так тоже сказали, тройной аксель чуть-чуть такой шаткий. Вот на замедленном все прекрасно вообще выглядит. Это такой ракурс был. Но действительно, Матвей молодец, он справился со своими нервами прежде всего и замечательно открыл этот чемпионат России. Вообще прям нет слов. Но вот, к сожалению, все-таки судьи находят недокрутик небольшой на каскаде тройной луц, тройной Ридбергер. Причем на первом элементе, Да, на первом луце. Но он там был. Сейчас в замедленном показывали, была галочка. Никуда от этого не денешься, но все-таки технически это очень сложный каскад, который достаточно редко исполняют тройной луц, тройной рибергер. И из-за того, что рибергер через накат, через дугу идет, там часто в первом элементе, к сожалению, проскакивает недокрут не из-за того, что там спортсмен как-то действительно плохо крутится, а просто вот техническая какая-то особенность, из-за которой первый элемент очень сложно сделать чисто. Но вот там даже не вылезает. галочка, там Q. Это, то есть, меньше четверть недокрута, а не половина. Так что и очень небольшой минус, всего лишь 8 сотых. Какой прокат, такие и баллы. И я давно не видела вообще, чтобы чемпионат России Достойно, очень достойно. открывался именно таким прокатом. Это здорово. Супер. Поздравляем всю команду. На Потрясающе. лед приглашается Дамир Чирипко, Краснодарский край. Музыка из фильма «Маяк» такая же мрачная и необычная, как и сам фильм. Но что пытается этим сказать сочинский фигурист Дамир Чирипко? Что жизнь непростая и непонятная штука? Может быть. Но четверной тулуп все равно придется прыгать.
еще один молодчина Дамир Черипко. Спортсмен, который отлично исполнил свою программу и поддержал почин Матвея Ветлугина на чемпионате России в короткой программе. Радуют нас парни сегодня. Ой, конечно, вот так здорово, когда смотришь на ребят, которые выходят и делают свой максимум. Мы вот с Мишей как раз-таки за кадром обсудили, что чисто на чемпионате России в основном катаются ребята, которые спокойно выходят и, в принципе, ну, по своим внутренним ощущениям на пьедестал пока что не претендуют. То есть как будто бы, когда тебе нечего терять, когда ты уже попал на чемпионат России и для тебя это уже статус, можно выходить и спокойно показывать все то, что ты натренировал. Ну, давайте посмотрим замедленные. Миш. Четверной тулуп совершенно замечательный, высокий, ровный. Эти прыжки были сделаны вот прям аккуратно. На этапе в Москве и в Красноярске участвовал этот спортсмен. И прям виден рост. Замечательно, прекрасно. Он потом сделал дорожку шагов. А какой сложный въезд в тройной аксель через выкрюк на одной ноге. Так делает точно. Далеко не каждый спортсмен вообще, в принципе, может так Как сделать. минимум Юзуру Ханю так делал в своей карьере. Это очень такое лестное сравнение. Но если вот когда хорошо, тогда хорошо. Согласен. Но на вращение, Миш, я видела твое лицо, ты скривился. Да. Что с вращением? С вращением все-таки были недочетики, и вот сейчас прыжок Либева мы видим, что арбитр выставляет второй уровень. Но я смотрел на комбинированное вращение, там, где он сделал смену оборотов, смену ребра, четко 2 оборота. Вот прям, если бы он сделал Прям чуть-чуть по часам меньше, с 6 до 6. да, если бы он сделал чуть-чуть меньше, ему бы сняли. Так, все-таки стоит 4-й. Но дорожка мне понравилась. Видимо, не хватило корпуса, поэтому вот второй уровень. Корпус, судьи выставили. ребер — это уже такие технические моменты, да, которые нужно уточнять у технических арбитров, поскольку невооруженным взглядом вот так как-то смотришь, в принципе, все красиво. Да, здорово, очень ладненько. 77,42. Он получает 77 баллов и на данный момент занимает 2-е место. Это неплохие оценки. На льду ученик Артура Гатчинского, призера чемпионатов мира и Европы. Семен Соловьев элегантно хорош в этой программе на музыку Дарио Марианелли. Внимательный парень и техничный. Немного растерялся на гран-при, но можно последовать примеру своих ближайших конкурентов, выступавших только что, и собраться тоже на абсолютно чистое выступление. Звучит одна из самых популярных тем сезона – Анна Каренина.
Хороший фигурист. И такая у него элегантная программа. И так обидно, что потерял несколько баллов. И потерял их вот там, где их можно было опять не терять. Ну как же так, Семен? Да, к сожалению, много элементов пошло под минус, не только прыжковых. Ну, кстати, добавляет музыка, конечно, но спортсмен сегодня явно был сдержанным. Возможно, переживал, возможно, нервничал. Это абсолютно нормально на турнире такого уровня. Были помарки на прыжках, но вот как будто бы не хватило размашистости. Может быть, если бы он был чуть более раскрепощенным, получилось бы чуть больше технически. Но это если бы до кобы. Миш, что думаешь насчет проката? Я думаю, что Семен сегодня себя постоянно ловил. Он постоянно ставил себя на ноги. Вот буквально с первых шагов. Я еще посмотрел на реакцию тренера Татьяны Николаевны Прокофьевой. Значит, она тоже так начинала головой мотать, потому что мы прекрасно знаем эту программу, и Семен ее уже катает не первый год. Вот здесь чуть-чуть по ритму сбился, и, соответственно, пришлось вытаскивать эти прыжки. Ну, вот стул по второй части, конечно, без всяких проблем. А как по ритму сбился? Ну, фигурное катание это 2, 3, 4. То есть надо, вот, катание грубо говоря, очень- в таком ритме прыгать тулуп. очень инерционный у нас вид спорта, и если ты начинаешь сбивать свой собственный ритм прыжков, который ты нарабатываешь годами, то, конечно же, начинаются проблемы и с равновесием, и с выталкиванием, и с высотой, и с круткой. То есть один болтик вытаскиваешь в виде ритма, и все сыпется. Да, но сегодня, Семен, я передаю тебе огромный привет. Я смотрел твои вращения. Все равно надо больше работать над ними. Все-таки есть над чем поработать. Вот они, перфекционисты. А в Да, спорте по-другому никак. Каждая сотая может стоить тебе победы. Третий, четвертый, но GUI За два не очень красных. большие. То есть, соответственно, всегда есть куда расти. Дорожка второго. Надбавки от судей, да. К каждому элементу. Там, где зелененький, там в плюс, там, где красненький, там в минус, к сожалению. И вроде бы, да, падения не было, но минус очень серьезный, прям влияет на оценку. А тулуп, причем он ведь пытался его спасти, этот выезд, так сделать А он и вид, что он спас. в хореографии, но суровые судьи все равно поставили минус 0,27. И он второй на данный момент, чуть-чуть опережая Дамира Черепку. Ничего себе, шлепок ладонью приветственный от Евгения Плющенко на весь стадион прозвучал. Рок-баллада о долгоиграющей любви выбрана Никитой Сарновским для своего дебютного взрослого сезона. Зрелость и мощь под такую композицию кристаллизуются. Ученик Академии Ангела Плющенко первым в этой группе постарается исполнить 2 четверных. It's time to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can bring back your love someday. I will be there. I will be there.
still loving you. 17-летний Никита Сарновский, дебютант чемпионата России, тоже не так давно выигрывал юниорские турниры. И вот он здесь и с таким непростым все-таки бэкграундом, да, потому что по-разному складывается спортивная судьба у людей. Но я вижу, что вы с удовлетворением кивали на прыжки сделанные. Классная программа. Классная. Она прозвучала сегодня гораздо ярче, чем на последнем этапе в Москве. Он настолько, как локомотив, прям вот тащил это все. Здорово, правда здорово. Широко ехал очень, и по хореографии видно, что большая работа была проведена. Но вот обсудили мы, конечно, все равно, что есть такая черта у ребят, которые только-только выходят из юниоров и начинают первые сезоны кататься по взрослым, смотрят вниз. Вот не хватает как будто бы взгляда хотя бы на технических арбитров, хотя бы на судей. То есть никто не говорит, что сразу же нужно кататься на последний ряд, хотя было бы неплохо, потому что люди, которые покупают билеты на высокие места, тоже хотят видеть лицо спортсмена, который катается на льду. Но все потихонечку. Уверена, что над этим ведется работа, но вот если глаза поднять, будет прям энергия пойдет, прям будет Да, как мощь. будто еще больше будет. Да. Хотя, в принципе, сегодня было всего достаточно. Он вообще большой умничка. Вот, собственно, и прыжок четверной с правой ноги был. Четверной луц исполнен с помаркой. Но, тем не менее, на этапах Гран-при он катался с тулупом и с Сальховым, поскольку еще посредственные травмы, видимо, беспокоили. Но вот сейчас надеемся, что все в порядке. И в произвольной программе мы сможем увидеть чисто исполненные ультра-си с правой ноги. Здорово, здорово вообще сегодня. Парни катают прям один краше другого. Первый раз Минка радует, это правда. Энергия так и Академия распирает Александра Никиту Сарновского. Крым, И, Кира. конечно, рад. Дима Шелгоньков, Рад он всем тоже, привет. то, что Саня так Плющенко. прошел его Мама, папа. прокат. Четверной Кирилл луц, вы видите, Алексей Николаевич с Аркадьевич. оценкой минус 1 балл 64 сотые, к сожалению, но для себя-то он его сделал после такого сложного восстановления, и он получает 85 баллов. Этот результат на 7 баллов меньше, чем у Матвея Ветлугина. Он на второй позиции. Наши надежды, так называется школа, где тренируется в Москве Даниил Самсонов. Это школа, основанная Татьяной Навко, а ведущим тренером там является Светлана Соколовская. Кстати, у Светланы день рождения был 10 декабря. Мы ее поздравляем. Надеемся, что Даниил Самсонов дополнительно поддержит нас своим катанием. Надежда — это то, что делает нас молодыми, свежесть, творчество, задор. Вот образ школы, которому Даниил вполне соответствует. I'm alone in a box of stone. When all is said and done, as the wind blows to the east from the west, onto this bed my tears have their solemn rest. I'm lonely, alone in a box of stone. They claim to love me by their line. It's my hope, 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 my hope, 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 hope. Friends I have met, lovers slept and wept, promises to stay has never been kept.
is the truth of which love once did. I hope you share. 'Cause I'll be lonely, alone in the books of my own. They claim to love me and be near me, but they are lying. I've been lonely, alone in the books of stone. And this is the place I now belong. It's my hope, hope, I hope, 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 hope. It's my hope, 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 hope. Нил Самсонов. Такая классная вообще эта композиция под пение Бенджамина Клементайна. Она одновременно и настроение дает, и такую вот прозрачность здесь на стадионе. Но, к сожалению, до конца не прозвучала вот эта вот программа, поставленная Никитой Михайловым. Обидно, но что делать? Музыка и правда очень легкая, на которую очень хорошо среагировал зал. Да, Залу очень прям понравилось. пошли. Да, были аплодисменты в такт музыки на технические Там не только дорожки шагов. аплодисменты были, еще кто-то очень громко кричал, когда он прыгал. Давай, давай, давай. Да, ну, видимо, фан-клуб решил поддержать своего любимчика. По марке были, которые, к сожалению, достаточно частые для конкретно Дани Самсонова. Это степ-ауты, это... Тут целый спектакль. Просто сейчас на льду происходит. Маленькие дети гоняются за игрушками, поэтому весь зал хохочет. Извините. Да, ну, что касается именно технической составляющей программы, да, по марке, которые Даня достаточно часто совершает, это степ-аут. Для наших зрителей поясню, это вот когда спортсмен приземляется и вот так вот вываливается, как вы видите на замедленном повторе. На тройном акселе, к сожалению, была точно такая же ошибка. Но из-за небольшого недокрута. Будем честными. А я бы сказал, что из-за того, что он не так крепко стоял на левой ноге. Потому что все-таки тройной аксель с кораблика — это усложнение. Кому-то легче это дается, но вот видно, что Дане это тяжело, потому что он не успевает перенести вес тела, как бы он стоит в кораблике, и у него центр тяжести между двух ног. И надо перенести на левую ногу. То есть он остался как будто бы за ногой. Правильно понимаю? Да. И вот, соответственно, поэтому только так. Да, неустойчивая конструкция такая получилась. Но тем не менее он справился, устоял, падать, решил не падать. И это было правильное Слава решение, Богу. да, потому что нужно оставлять себе еще зазор для произвольной программы, для того, чтобы оставаться конкурентоспособным. Но 3 элемента под такой серьезный минус, уже ничего с этим не сделаешь. Да, и вот сейчас мы видим в правом нижнем углу 36 баллов за технику. Уже Вот 35. Уже 35, да. Примерно столько, сколько у Никиты Сарновского. О, не, простите, за технику этого я с компонентами перепутал. Да, за технику это, конечно, меньше пока всех, что, да, это самая низкая естественно. Меньше, чем у Дамира Чирипки на 7 баллов получается. Завтра уже не будешь волноваться, спокойно будешь кататься. Тем не менее, у него одна из самых высоких оценок за компоненты. Как я сейчас вижу на табло на нашем мониторе. И, конечно, это последнее место на данный момент, но еще раз, по компонентам он уступил только Матвею Ветлугину. Конечно, элементы выбили Даниила. На лед приглашается Глеб Лутфуллин. Глеб Лутфуллин. Обычно он катается под классику, понимаю, но нынешний сезон – время экспериментов. Год назад он выиграл серебро на чемпионате России, и первая разминка для него, конечно, неуютное место. Ну, так и должны
чувствовать себя темные лошадки на серьезных турнирах. Молодчина Глеб Лутфуллин. Четверной Сальхов, исполненный во второй половине программы, стоит практически столько же, сколько четверной флип. Так что заработал очки там, где должен был. Молодец. Программа «Жизнь по вызову» под пение Антона Токарева явно вот ему нравится, идет. Он в ней так катается с удовольствием. Да, важно, чтобы музыкальная композиция подходила именно спортсмену, а это именно тот случай. Довольны. Да, вот как раз Алексей Николаевич сказал тренеры. про аксель. А так во всем остальном вообще никаких вопросов не было. 4-3 тулуп-тулуп. Четверной Сальхов во второй части. Я знаю, что Глеба это, наверное, любимый прыжок. И в межсезонье я даже видел, как он пробовал пятерной Сальхов. Это некие инсайды уже пошли. И как успехи были? Ну, так скажем, в процессе. Но я напоминаю, что буквально несколько лет назад говорили, что да вот, да мы провели расчеты, да пятерной Сальхов невозможен. А мне кажется, все возможно. Ну, пытаться же никто не запрещал. А кто Никто не говорил, кто запрещал. расчеты провел? Не сальховедение? Но нужно создать, видимо, сообщество сальховедения, которое будет изучать теории возможности пятерного Сальхова. Но давайте вернемся к прокату. Вот тот самый четверной Сальхов, который выполнен был просто идеально, с надбавкой практически в 3 балла по GOE. Еще плюс ко всему во второй половине это еще дополнительная надбавка в баллах. И в итоге Глеб получил за него 10,67 по базе и 13,58. 13,58. Это
Это серьезно, и сейчас будут очень высокие баллы, так как техника 52-19. Это круто. Вот что-то похожее было у Глеба на этапе в Казани. То есть он тоже так достаточно спокойно, сдержанно пошел и отработал. Вот сейчас как раз то же самое и было. Хочется тоже поздравить Лизу Туктамышеву с днем рождения, 17 декабря. Он у нее был пару дней назад. Прекрасный тренер в группе Алексея Мишина. И второе место занимает на данный момент Глеб Лутфуллин, отставая на 2 балла от Матвея Ветлугина. Встречаем на льду участников второй группы. Александр Мельников, Москва. Роман Савосин, Москва. Макар Игнатов, Московская область. Андрей Мазалев, Москва. Артур Даниэлян, Санкт-Петербург. Артем Ковалев, Москва. Разрешена разминка. Вторая группа участников на льду. Короткая программа в мужском одиночном катании на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. Дворец спорта юбилейный принимает эти соревнования. Трибуны потихоньку наполняются, и, конечно же, билетов на эти соревнования практически не достать, но если очень захотеть, конечно, можно. Поэтому, кто еще не попал сюда, приходите. Это потрясающее зрелище, и первая группа участников нас максимально поразила своим катанием, эмоциональным, техничным, таким классным, вот прям по-чемпионатовски, по-российски. Мы даже не заметили, как прошла первая разминка, как потушили свет, и уже следующая разминка участников вышла на лед. Это, конечно, очень завлекающее и увлекающее зрелище, когда парни выходят и показывают вообще не просто на 100%, а на 120, а то есть 150. И в этой группе принимают участие, вот они дали друг другу пятюню, самый взрослый спортсмен этого турнира Роман Савосин, ему 26, и самый молодой спортсмен этого мужского турнира Александр Мельников, ему 17 лет. Он тренируется вот у этой прекрасной пары тренерской Виктории Буцаевой и Евгении Власовой. Хореограф Егор Мурашов кататься будет под очень такую яркую танцевальную программу. Ждем не дождемся начала катания в этой группе. Следующим за ним выступит Роман Савосин, человек, который всегда яркие образы приносит на лед. Всегда. Есть у него много прозвищ благодаря этим образам, в том числе амбассадор Челентано или Рома Артист. Ну, дождемся еще его произвольной программы. Мне даже иногда кажется, что вот эта вот его артистичность и представление программы так захлестывает даже техническую часть, и как человек экспрессивный вылетают у него прыжки. Это мое личное мнение. Все так и есть, ты абсолютно не прав. Психолог, И когда Рома выходит наблюдатель. на лед, конечно, и зрители уверены, что судьи, конечно, они не могут так ярко показывать свои эмоции, но я уверена, что они получают огромное удовольствие от его проката. А вслед за ним выступит Макар Игнатов.
в данный момент работающий с группой Ангелы Плющенко в Академии, где с ним Сергей Алексеев на ваших экранах, Евгений Плющенко работает, Артем Значков. В этом сезоне 2 четвертых места у него было в Казани и в Москве. Вот буквально в полушаге от пьедестала, но все-таки не получилось. Но работа продолжается, и наверняка здесь на чемпионате мы увидим что-то новое. И в любом случае это будет борьба. Андрей Мазалев, ну, тоже в свою очередь такой герой фигурного катания, спортсмен, который был призером чемпионата России в 22 году, 4-м на чемпионате Европы в том году он был, чемпион мира среди юниоров 2020 года. Очень яркий фигурист, тренируется у Этери Туберидзе, Даниила Глейхенгауза, Сергея Дудакова. Ну а болельщики называют его иногда маэстро, иногда князь, ну в зависимости от настроения, судя по форумам. Вот это потрясающая тренерская группа на ваших экранах. Особенно она, конечно, потрясает в женском виде спорта. То количество спортсменов, которые выступают на чемпионате России, просто зашкаливает у группы Тутберидзе. Но о них потом. А сейчас о мужчинах. Артур Даниилян, следующий в этой группе. 17 декабря он, между прочим, тоже родился. 22 года ему исполнилось. Отметил свой день рождения. В этом году круче всего он выступил в Казани. 2-е место занял. Но мы прекрасно все знаем все достижения Артура. Призер чемпионата Европы, призер чемпионата России. Все это было в 2020 году. Но вот человек в тонусе и предлагает что-то новое, что-то интересное, что-то очень яркое и увлекательное в своем катании. И, безусловно, мы с огромным удовольствием будем смотреть, как он выступает, потому что он настоящий вот катальщик. И Артем Королев. Артем Королев, русский Гулливер. Артем Ковалев. Ковалев. Вот у меня язык заплетает. Артем Ковалев, причем написано. Артем Ковалев. Артем Ковалев, русский Гулливер, тренируется у Александра Волкова, который на ваших экранах сейчас находится. К сожалению, 2 последних чемпионата России Артем пропустил из-за травм, болезней, не получилось выступить. Но сейчас вот он вернулся в этом сезоне и опять зажигает трибуны. Какая-то такая дикая мощь исходит от его катания. Какое-то оно, ну, благодаря росту, конечно, прежде всего, оно огромное и забирает сразу весь зал абсолютно. Вторая разминка немножко нервней, чем первая, потому что, да, я видел, как некоторые ребята боролись с четверным сальком, в частности, Артур Даниилян, Роман Савосин и Андрей Мазалев. Все-таки начинают нервничать парни. Да, есть в воздухе, конечно, это ощущение того, что уже есть что терять, есть уже претенденты на высокие позиции, и ребята сами это понимают. Есть ощущение, что уже не все друзья, а все соперники на льду. Но вот что покажет нам вторая разминка, это, конечно, интересно, потому что парни в первой группе выдали, конечно, высший пилотаж. Последние установки от Евгения Власова для Александра Мельникова, 17-летнего. Бронзовый призер Гран-при в Красноярске Александр Мельников. Тренируется у Буцаева и Власова. Входит во вкус взрослого катания. По его собственным словам, переживает он все меньше, так как это, по его словам, всего лишь соревнования. И это ты осознаешь с их количеством. Ну что ж, именно легкости в программе на песню «Is You Is or Is You Ain't My Baby» мы ждем от Александра. Always late anytime we have a date, but I love her.
I'm gonna ask her. Is you, is or is you ain't my baby. Way you acting lately makes me down. Yours is still my baby, baby. Seems my flame in your heart's gone out. Я прям поражаюсь, ребят, вот как вы так сразу почувствовали, что нервная обстановка перед еще выступлением Александра Мельникова? Потому что сами там были не раз и знаем. Это видно по движениям. По движениям, по выражению скольжению. лица, по скольжению, по несмелости движений, по дерганности в прыжках, по тому, как ребята ловили себя. И вот если посмотреть и сравнить две разминки, именно 6-минутную разминку первую и вторую, тоже разница будет очевидна, потому что в первой разминке ребята выходили спокойно, просто делали свою работу. А здесь как будто бы уже, да, был вот этот вкус. Вкус желания победить, вкус желания сделать хорошо. Но вот, конечно, с таким настроем кому-то помогает этот адреналин, а кому-то вот мешает, наоборот. Да, вот, к сожалению, сейчас мы видим падение с четверного луца, со стартового прыжка от Александра. Это его все-таки дебютный чемпионат России. Он хоть и третий сезон выступает по взрослым, но вот оказался на таком серьезном соревновании впервые. И четверной тулуп во второй части программы. Я подумал, когда он выехал аксель, все, остальное он все сделает, потому что у него настолько уверенные тулупы были по ходу сезона, что как будто бы это просто такая случайность. Немножко разогнался, чуть быстрее, чем надо, и в глазах читалось тоже, что он начинает настраиваться на этот прыжок раньше, чем надо. И вот чуть-чуть перегорел, не хватило ему и упал. Подзажался. Да, не хватило. А также без каскада остался. Да, не хватило наката, не хватило высоты для того, чтобы скрутить эти четверные прыжки. Да, видно было, что неудобно прям было кататься, неудобно. Вот обидно, что нет. Программа яркая. Она звучит гораздо ярче, Если чем бы не на Армишин, этапах. так было обидно бы. А тут наоборот. Про настрой говорят с тренером, про то, что жутко обидно, то, что все это получалось только что. Да, и с утра на тренировке тоже вообще никаких проблем. Ну, ладно, никаких, кроме Луца. С Луцем у него были вопросики, а тулуп, Сальхов, аксель, он все это делал прекрасно. Пока Макар Игнатов шнуруется,
Еще есть у него минут 7 до того, как нужно будет выйти на лед. А сейчас оценки Александра Мельникова. Он, конечно, на последней позиции. Не удалось побороться сегодня. Продолжим завтра. Роман Савосин из школы «Конек-Чайковский». Очень фигурист заметный. Эффектные программы, яркие образы, набор прыжков. Но зачастую эмоции перехлестывают. Остался без призов на Гран-при, хотя оба раза шел третьим после короткой программы. Вот этой самой замечательной короткой программы под музыку Эцио Босса, которую вы сейчас увидите. В таких ситуациях, конечно же, сложнее всего что-либо говорить. Хочется человека поддержать и, ну, я не знаю как. Да, к сожалению, такие моменты бывают в жизни каждого спортсмена, и нужно уметь достойно принимать их, делать выводы и двигаться вперед. Мы прекрасно знаем, что Рома классный спортсмен, опытный. Все это он умеет, все это он может. Демонстрировал и сегодня на утренней тренировке, на 6-минутной разминке. И, ну вот, к сожалению, такое иногда случается. Да, после утренней тренировки мне подвернулась возможность пообщаться с некоторыми ребятами. В числе их был и Рома, и вроде он говорил, что Сальхов надо было оставить, говорит тренер. Надо было двойной тулуп крутить. Надо было для каскада, да, надо было. Но вот он говорил, что вроде и все хорошо, и все в порядке, и на тренировке вроде бы все чувствовал. Но вот
а тулуп просто раскрылся. То есть мы сейчас сидим, наша комментаторская позиция, так хорошо видно, как он нормально стоит на правой ноге. Ну, собери ты руки, сделай... Просто там... не стал как будто бы вкручиваться, Да, и все. да, просто вот какой-то барьер психологический, и все. И Рома, к сожалению, только раскрылся. И... В каскаде пошло что-то тоже совершенно не по плану, причем он вроде приземлился хорошо, там можно было двойной делать. Тройка, одинарный тулуп, который по правилам совершенно никаким образом делать нельзя, и, к сожалению, второй каскадный прыжок не дал совершенно никаких баллов. Двойной тулуп также пошел по нулям, тоже поскольку правилами запрещено делать двойной элемент. Одинарный аксель тоже не дал никаких баллов, и на данный момент техника всего 17.83, практически без 3 прыжковых элементов, только за вращение за дорожки. Да, к сожалению, завтра нужно будет подниматься, что говорится, с колен. Ну вот в тех оценках, которые мы видим на экране, отмечены, да, и двойной тулуп отмечен оценкой балл 30, и аксель отмечен оценкой 1.20, но в том судейском протоколе, который мы видим на мониторе, эти прыжки вообще не засчитаны сейчас никак. Ну, наверное, эта оценка как-то поменяется, и по итоговой мы для вас прокомментируем, какой же в итоге результат. Ну, нет, судя по всему, именно вот у нас итоговый результат, потому что 17.83, то, что ты, Жень, озвучила по технике, так вот оно и есть. Это, ну, практически минимальная оценка за технику, которая учитывается только вращение, которое он сделал, и дорожка шагов, и четверной сальхов. 55 баллов. Последнее место на данный момент. Самая наэлектризованная программа сезона «Трон наследия» в исполнении Макара Игнатова. Но пока кто-то отвлекается на лампочки, избранные видят в теме историю взаимоотношений отца и сына, притчу о природе творения и размышления о цене совершенства. Хотя четверные это тоже очень важно. Макар Игнатов из Академии «Ангелы» Плющенко. The grid. A digital frontier. I tried to picture clusters of information as they move through the computer. What did they look like? Ships, motorcycles. I got in.
прекрасные прыжки были до второй половины. К сожалению, каскад, тулуп. Вот что случилось? Вот непонятно. Настолько сейчас будем ровно. смотреть. Вот хочется посмотреть замедленный повтор, потому что мы с Мишей прям Переглянулись и не поняли, а что такие, было-то? да, есть. Вот когда он летел в воздухе, мы такие, ну все, каскад точно есть. По заходу было видно, что все нормально, то есть он попадает в ритм, все хорошо, стоит на ногах, но тут так прям кивнул, что называется, спиной. Да, надо смотреть замедленный. Ну а так в остальном и энергия была, и хореография уже отточена. А я бы сказал, что как раз-таки сегодняшний прокат был такой сдержанный. Чуть-чуть не хватило. Да, чуть-чуть не хватило. Не хватило, правда. Но добавил двойной тулуп. Это правильное было решение, потому что также вот предыдущий участник он не сделал этого и потерял очень много баллов. Четверной рибергер. Достаточно редкий ультра-си не только для парней, но и для девочек. Но он сегодня так скажем, вытащил выезд. То есть не было такого, что он раскрывается прям с воздуха и делает это легко. Например, как он сделал в Казани на этапе. Поборолся. Тройной аксель очень хорошо. Добавил кораблик на выезде. Судьи оценили аж на 2.29. То есть он 10 баллов с лишним получил за тройной аксель. Непонятно, что произошло, правда. Просто настолько сильно Зубец ушел, да, что только двойной. И это был единственный вариант, который можно было сделать, и он его сделал. Да, если бы он пошел в тройной, это было бы сильно плохо. Он бы, скорее всего, упал с тройного. А двойной все-таки как-то да. каскад сохранил. Да, там, конечно, потерял какое-то количество баллов. Но в целом сегодня такой, рабочий, хороший прокат. Макар Игнатов на чемпионате 2021 года он занял в свое время второе место. Прошло уже столько Это его 8-й чемпионат да. России. Сторожил этого чемпионата. Да. Вот какой результат будет по итогу этого турнира, мы узнаем завтра. На данный момент он отстает на 5 с лишним баллов от Матвея Ветлугина. Это объяснимо. А Матвей первый выступил до сих пор наверху, никто даже не может подступиться. На лед приглашается Андрей Мазалев. Запрос показать что-то более раскованное и танцевальное выполнен. Короткая программа Андрея Мазалева под трек Backstreet Boys. Это, безусловно, что-то новенькое. Чрезвычайно опытный фигурист, тоже чемпион мира среди юниоров 2020 года, бронзовый призер чемпионата России 2022 года. В нынешнем сезоне пока что без призов. И школа Тутберидзе ищет подход.
begin. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Am I the only one? Am I sexual? Am I everything you need? You better rock your body now. Everybody, rock your body. Браво, Андрей Мазалев! Такого проката как раз мы ждали с самого начала этого сезона. Многое не получалось, но именно сегодня здесь, в том городе, где он родился, такое блестящее выступление на чемпионате России, пусть пока что в короткой программе, но это уже полдела. Супер! Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках Т-Банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Т-Банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Не, ну круто. Ну, это полный рок-н-ролл. Это так круто. Нет, ему больше, мне кажется, Не больно. нравится всякие шоу, да? Вот ты сейчас в шоу попался. Обожаю, когда все довольны и есть что обсудить на позитиве. Ну вот честно, улыбка просто не сходит с лица. Вот как только началась активная часть музыки, сразу было понятно, что и прыжки будут, и что вот все получится. Правда, очень круто. Да, хотя именно вот со стартовым четверным сальхом в каскаде с тройным тулупом у него были сложности на 6-минутной разминке, но все-таки молодец, выстоял. Второй тулуп тоже без всяких вопросов. И тройной аксель во второй части. Ну, все круто было. Да, вот сейчас мы смотрим табличку, которая перед нашими глазами на компьютере. За четверной сальхо в каскаде с тройным тулупом он 16,67 получил. За Это четверной очень тулуп большие баллы. 12,21. За тройной аксель во второй половине 10,74. Прям хорошее качество Все вращения исполнения. 4-го уровня. Дорожка 3-го. Но, ладно, дорожка 4-го уровня — это редкость. Тут сделаем скидку. Мне нравится то, что публика аплодирует вот валянию на льду не меньше, чем четверному. А то и больше. Да, то и больше. Ну, это было настоящее шоу. Да. Это было абсолютнейшее. В лучших традициях Андрея Мазалева. В лучших. Я сказал, что в начале разминки, что болельщики называют его маэстро, но вот сегодня абсолютно вот так оно и есть. Красавчик. И вместе с тренерами он, Терри Тутберидзе и Даниил Глейхенгаус, сидит в Киссенкрай. И в интервью он говорит, что очень хотел бы остаться в этой группе тренерской навсегда, но уже в качестве тренера. Рассматривает, нравится ему там работать. Его любимое место. 97 баллов, он на 4,5 балла опережает Матвея Ветлугина и становится лидером этих соревнований. На лед приглашается Артур Даниэлян, Санкт-Петербург. Призер чемпионатов России и Европы 2020 года Артур Даниэлян. Вот были времена, но есть еще порох в пороховницах. На Гран-при в Казани он стал вторым, обыграв и Лутфуллина, и Игнатова. Его программа гласит «Ты моя жизнь». Держу пари. Речь не о девушке, а о фигурном катании.
очень музыкально, очень артистично. Какой прекрасный восточный вайб придал он этим соревнованиям сейчас своим выступлением. Обожаю эту программу. Фух, надо немножко выдохнуть, потому что сейчас такая бешеная энергия в зале царила. И Артур настолько ловко ей управлял, как дирижер настоящий. Да, прям взаимодействовал Супер. с залом напрямую, не стесняясь, что называется. У меня есть ощущение, что сегодня какой-то праздник. А сегодня Да, есть шоу. праздник. Праздник Какой-то. фигурного катания. Нет, правда, правда. Вообще невероятная атмосфера царит на арене. Мне кажется... вот так- Ведрами несут цветы, ведрами. Да. Корзины больше, чем сами малыши. Мне кажется, что именно от настроя еще зала настолько тепло встречает, настолько поддерживает активно зал каждого участника вне зависимости от того, получается или нет. Наши спортсмены тоже заряжаются этой энергией, потому что, людей много. О, Господи. Есть ощущение, что Артур немного Немножко устал, да. Влад, бросай просто. Да, действительно, и зал в этом случае, он является таким как бы цельным, полноценным участником этой программы, потому что за кулисами спортсмены все равно слышат реакцию и тоже чувствуют вот этот настрой, заряжаются. Четверной Сальхов стартовый. Немножечко, мне показалось, был недокрутик. Вызывал сомнения, Хорошо, но... что только тебе, а не технической бригаде. Но я Да, очень бригада строгий. хорошо оценила, нет никакого недокрута. Тройной луз, тройной тулуп тоже без... Вот здесь точно вопросов нет. Ну, слава Чистенько, богу. хорошо, спокойно. За тройной луц, тройной тулуп получил, как за ультрасия, 11-20. Потому что с руками наверх, это красиво. А балл-то Артур потерял. Надбавка хорошая. Time violation. Перекат. Или стартовал позже. Time violation. Это не обратили мы внимания. Я думаю, он перекатал. Я так Настолько, увлекся да. всем, что происходило. И мне казалось, что он абсолютно в музыку завершил. Ты помнишь, последний жест же у него был в ритм. Значит, Откуда? перестоял, Может быть, значит, стартовал переездил позже. в начале, да. Эх. Ну, Но для наших зрителей тоже мы Пусть это поясним, будет самая что страшная у каждого потеря. спортсмена после того, как его имя уже объявили и вызвали на лед для исполнения программы, есть всего 30 секунд на подготовку. Если ты дольше 30 секунд ездишь и настраиваешься, то, к сожалению, с тебя снимают дополнительные баллы, и это, конечно, может отразиться на оценках. Такие правила. да, Очень приличные баллы за технику, 48-49. очень хорошие баллы. По компонентам у него вообще лидирующая оценка на данный момент. И смотрим итоговый балл. 89. Ого, из-за балла он потерял целое место. Уступил Глебу Лутфулину на данный момент, занимает 4-е место. По компонентам он первый, а по элементам пока отстает. Я не знаю. На лед приглашается Артем Ковалев. Москва. Амбициозный шоумен. Такой образ хранит и пользуется им Артем Ковалев. Образ рабочий, не хотелось его отпускать, возвращаясь на чемпионат России, где Артем отсутствовал 2 сезона. Тренер Александр Волков и хореограф Мартин Дежене – его вторая семья, а не тренерский штаб. Так говорит сам фигурист. I drink champagne with kings and queens. The politicians praise my name. But when I stop and see you here, I remember who all this was for. And from now on,
сколько же сегодня здесь энергии. Энергии, которая исходит всего лишь из одного человека. Ну, по очереди, да, когда он заканчивают они свои программы, ну, все взрывается. Это просто потрясающе. Поздравляем и Артема Ковалева с этим прокатом, и всю его тренерскую группу, как он говорит, семью. Нет ни одного больше вида спорта в этом мире, как фигурное катание, с такой энергетикой, с такой атмосферой, с такой аудиторией, с такими людьми, спортсменами, тренерскими коллективами. Правда, фигурное катание этим и славится. Поэтому наш вид спорта один из самых популярных в стране и совершенно не просто так. Круто. Я бы сказал, что просто самый лучший. Вот и все. Самый лучший, самый красивый. И очень скромный. И очень скромный, да. Артем прям умничка. Неплохо. Оценил тоже графику, которую благодаря Федерации и Первому каналу мы имеем на этом стадионе. Действительно, очень красивый на портрете. Ну, реакция такая мужская, сдержанная, джентльменская. Стартовый каскад. Четверной сальхов с тройным тулупом. И судьи все-таки нашли недокрут на четверном сальхове. Сейчас поближе посмотрим. Ну, Но небольшой это если совсем. очень сильно придираться, то можно там найти. Ну, видимо, решили построже посудить. Четверной тулуп. Ну, здесь чисто. Он просто носом немножко кивнул. Не, ну как он действительно с публикой играет. И эта программа, она яркая, такая свежая. Хоть и он уже сколько лет ее катает. Ну, настоящий шоумен Ну, получается. здорово. Но на чемпионате не катал же еще. Мне кажется, Шикарный что нет. тройной аксель. Прям сверху, безоговорочная. Вот дорожка зажигательная, классная. Она идет как бы к финалу, ведет зрителей. Но вот все-таки первый уровень. Значит, не хватило чистоты поворотов. Всего балл 80 по Да. базе. И в итоге на выхлопе всего 2 балла он получил за дорожку. Это, конечно, досадно. Это вот те самые моменты обидные, про которые мы вот говорили в самом начале, что прокат супер, Да. не придерешься к прыжкам совсем. И вот визуально тоже, казалось бы, да, ну куда чище. Вот вращение третьего уровня, второе вращение третьего уровня, дорожка первого первого. Да, уровня. да, да. Это в районе 7 баллов, это очень много. А вот сейчас после проката Артура Даниэляна в зале кто-то крикнул «мало». Они же не видят вот эти все наши протоколы. Вот поэтому действительно обычному зрителю кажется, что вот мало, незаслуженно мало. Хотя Мало, но, все-таки к заслуженно. сожалению, получается, что именно так. Да, заслуженно. Но это 7-е место. Артем Ковалев. Великолепный артист. Уступил 3/10 Никите Сарновскому. Технический перерыв для подготовки льда. Затем соревнования продолжат участники третьей группы. Так, 2 группы откатались. Впереди заливка льда. И скоро мы вернемся на комментаторской позиции. А пока фокус внимания перемещается в Кисенкрай, где находится Алексей Ягудин и Анна Щербакова. Итак, в Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Только что, буквально 30 секунд назад, диктор объявил, что начинается технический перерыв. Но у нас перерывов нет, потому что есть что обсуждать. Ань, позади 2 разминки у мужчин, короткие программы. Твои первые впечатления? Я думаю, что справедливо будет начать с самого начала этих соревнований Матвей Ветлугин. Как он открыл соревнования и на какой высокой планке. Давно, я думаю, мы ждали от Матвея таких прокатов, потому что все мы любим его программы, его презентацию, скольжение. Но вот именно прыжки, стабильность — это то, что всегда хочется увидеть. И сегодня это было и четверной флип, и каскад Луци Ридбергер, и тройной аксель, довольно коварный прыжок. Сегодня он все сделал, очень долго держался на этой заветной первой строчке. Поэтому, конечно, очень
очень яркое впечатление произвел сразу с самого начала соревнований. Андрей Мазалев, который сейчас лидирует, ну, это определенно тоже то, чего мы все так долго ждали, потому что Андрей как раз, я думаю, множество болельщиков у него здесь, именно в Питере, родной его город, где он тренировался очень долгое время. Сейчас, конечно, тренируется в штабе Этельгюргена Тутберидзе, но этот прокат, я думаю, тоже именно то, чего все ждали. Ну, для меня, если честно, Мазалев является загадкой, потому что так же, как и Матвей Ветлугин, также заставляют нас каждый раз надеяться, что вот сейчас, но этого не происходит. Сегодня у одного и у другого это получилось. Но у нас есть, уважаемые зрители, есть те слова, которыми он поделился. Кто он? Андрей Мазалев, лидер на данный момент после исполнения короткой программы. Итак, внимание. Андрей, мои поздравления. Ну, круто. Мы с вами давно знакомы, вы знаете, что я вас запереживаю. И я очень рад сегодня. Вы знаете, если бы как в компьютерных играх можно было бы какое-то заклинание на стабильность применить, то вот зафиксируйте, пожалуйста, вот эту стабильность сейчас. Какие у самого ощущения? Почему раньше так нельзя было? Спасибо большое за поздравления. Мне очень приятно. Ощущения... Почему так раньше нельзя было? Все постепенно, шаг за шагом. Как я вышел с короткой программы в Омске, без одного откатал короткую, мне Даниил Маршик сказал, что в Красноярске без двух, в Омске без одного, в нашем чемпионате чисто должно быть. А на чем больше всего были сконцентрированы сегодня? Как минимум, это на первом элементе, потому что тяжелее всего это начать, вот, дальше уже проще. Но концентрировался, конечно, на каждый элемент и на вращение старался додерживать все позиции, обороты и так далее. А я вот сейчас задумался, может быть, эмоционально Санкт-Петербург помог возвращение в родной город? Как вам здесь сегодня было выступать? Конечно. Я обожаю, во-первых, мой родной город, во-вторых, юбилейный, очень уютная арена, мне очень здесь нравится. Каждый раз, когда здесь выступаю, я получаю неимоверное удовольствие. Какую задачу для себя на произвольную программу хочется поставить? И еще раз прошу, как удержать вот этот настрой, эту форму? Ну, я стараюсь не думать ни о чем. Вот старался сейчас тоже выходить, вообще отключиться, представить, что я на тренировке. Задача на произвольную программу. Хорошо, чисто, в удовольствие, не знаю, откатать эту программу. Уж кто сейчас самые счастливые люди, я думаю, что это те, кто болел за вас на трибунах, ваши родные, друзья, близкие и вообще ваши болельщики. Вот ваши болельщики в течение сезона про вас писали: Андрей, пожалуйста, катайся для нас, и тогда у тебя все получится. Давай, наверное, будет справедливо пару слов болельщикам сказать, которые так долго тебя поддерживают и переживают. Да, извините, в горле запершило. Да, я очень благодарен своим болельщикам. Даже после неудачных стартов они мне пишут, поддерживают меня. И, конечно, это очень сильно помогает. Это и мотивирует дальше работать, и выступать, и совершенствоваться. Я и для этого начал, так сказать, вести свои соцсети более активно, чтобы вот держать как раз эту связь с моими фанатами. Я вам желаю, чтобы произвольная программа прошла чисто, уверенно и хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Это были первые впечатления от человека, который на данный момент занимает лидирующую позицию, Андрей Мазалев. Удивительные слова он произнес. Ань, как тебе вот такой тест? Я просто вышел и решил не думать ни о чем. Просто абстрагировался. И еще очень смешно прозвучало: на одном из этапов без двух, на другом этапе без одного. А значит, следующий турнир, следующий турнир — это чемпионат России, чистый прокат. Ну, радостно, что именно такая тенденция идет у Андрея, что он как-то находит этот правильный ключик, подход к себе, к чистым прокатам, потому что есть у него все, и скольжение, и зажигательные программы. И сегодня, мне кажется, что зал просто был в восторге от того, как он катался, и хотелось бы почаще видеть от Андрея такие прокаты. Радостно, что именно чемпионат России случился тем местом и тем временем, когда Андрей показал это в короткой программе. Но вы знаете, есть спортсмены, у которых, когда что-то не получается, они не сильно отличаются от своей же копии, у которой все хорошо. Но вот
у Матвея Ветлугина, ну и в том числе у Андрея Мазалева, эта разница колоссальна. Если что-то идет не так, то это совсем практически равно провалу. Но сегодня, возможно, Матвей Ветлугин также абстрагировался от всего. И все хорошо получилось. Давайте сейчас послушаем, что он нам сообщил, нам поведал, а дальше поговорим о нем и о его выступлении. Матвей, во-первых, я очень рад вас видеть, и я вас поздравляю с лучшим прокатом в сезоне. Вроде за плечами у вас уже 3 чемпионата России, до этого это 4-й, но постоянно, к сожалению, где-то чего-то не хватало, поэтому сегодня отрадно видеть качественный, достойный прокат. Ну как вы сами его Я могу оцените? сказать, что на своем первом чемпионате России дебютном тоже я выполнил все необходимые технические элементы, поэтому короткую не впервой катать на неплохой для себя результат. Давайте выдохнем. Завтра для этого есть день, для того, чтобы в произвольной тоже, наконец, суметь показать то, над чем работали. Сложна ли психологически и эмоционально роль того, кто открывает чемпионат и задает тон всему чемпионату? Да, я думаю, я все эмоции оставил в позавчерашнем дне, вытащив этот номер, уже сделав все выводы, все мысли, прогнав о том, как я буду катать. Поэтому я в голове не крутил уже, как на меня будет влиять стартовый номер. А расскажите чуть подробнее про техническую составляющую, про элементы, каким вы довольны больше всего. И недокрут вроде вам поставили на любимом вашем. К сожалению, Луц не Ридбергер. недокрут, который ушел в нули. Ну, легкий минус, там, по-моему, 2 или 3 судьи, наверное, отминусовали. 3-3, наверное, у нас же 9 их. Вот. Что говорит о том, что он был в неплохой плюсовой зоне до выставления знака. Я могу отметить флип, который вообще не получался ни на утренней тренировке, ни на разминке. На 6-минутный я его так и не сделал. И он получился, я считаю, успешно, как минимум в срезе того, как он получался сегодня. И как максимум, в целом, он неплохой был, без знаков. Ни на отрыве, ни на приземлении, на плюс 3 балла, по-моему, надбавки, насколько я успел запомнить. Чемпионат России проходит в юбилейном, родной город, родной такой лед. Особенные ли это трепетные чувства для вас здесь, когда выступаете? Ой, наверное, сложно ответить однозначно на этот вопрос, потому что, с одной стороны, все привычно, знаешь все места там какие-то, где... можно, например, почувствовать себя здесь посвободнее, без камер, без лишних лиц, где, наоборот, уже привычная нам зона разминок, отдыха, которая изучена уже. С другой стороны, конечно, петербургская публика, она настолько всегда теплая, настолько принимает не только своих, но и вообще всех спортсменов, что, конечно, хочется ее порадовать. Желаю вам спокойствия, желаю вам улучшаться и, конечно, чистого произвольного. Спасибо большое. Наконец-то можно поздравить Матвея Ветлугина с исполнением чистой, короткой программы. Удачи в произволе, тем более тема там очень серьезная, но это уже отдельная история. Сегодня мне хочется также поговорить о 2 других спортсменах. Например, хочется обо всех, но коротенько. Глеб Лутфуллин справился с волнением. Была просадка в начале сезона. Мы видели, как сложно и как порой даже, помнишь, Ань, вместе сидели, вместе наблюдали, комментировали, как останавливался порой на одном из этапов, по-моему, он проходил в Омске. Да, у Глеба очень тяжелое было начало сезона. Это было видно из контрольных прокатов, где они вовсе отказались от исполнения ультраси элементов. Дальше на этапах он уже пошел на них, но в основном неудачно складывались прокаты. И вот чемпионат России. В прошлом году он стал серебряным призером именно благодаря своей стабильности, хладнокровности, умении в нужный момент выдать этот чистый прокат без лишних переживаний. И, конечно, мы ждали от него, хоть он был и в первой разминке по рейтингу, да, из-за неудачного начала сезона, мы ждали от него, что он вот вернется заряженным на этот старт, и он очень порадовал своим прокатом, пусть не прям вот совсем безукоризненным, но тем не менее это уже тот самый Глеб, который показывал свое чистое катание и который борется за каждый элемент, поэтому да, его выступление определенно такой хайлайт сегодняшних коротких программ. Несколько слов давай о Макаре Игнатове. Дальше мы вернемся к интервью. Интервью Глеба Лутфуллина. Но просто мне хочется в преддверии новогодних праздников. Как раз заиграла иллюминация в костюме Макара. Как тебе вот это соединение? Плюс короткие программы мужчины, они сопряжены со словом преодоление. Вот сегодня преодолевали вновь.
Макар Игнатов — это, наверное, сегодня именно очень смешанные чувства. С одной стороны, очень порадовал, очень впечатлил своим прокатом. Четверной Ридбергер, его коронный прыжок. И дальше, когда он вторым элементом пошел не на каскад 4-3, а на тройной аксель, я уже сразу думаю, ничего себе, каскад 4-3, тулуп-тулуп перенесли во вторую половину программы. То есть даже вот за каждый балл борются в этом усложнении. И это уже впечатлило в тот момент. Но в итоге, конечно, обидная ошибка на этом каскаде, что вот, возможно, чуть сил как раз-таки не хватило. Вроде технически был готов, психологически, мне кажется, абсолютно спокойно выходил на лед. Ну вот, чуть-чуть не хватило его на этот каскад. Это обидно, но, с другой стороны, правда, очень достойный прокат сегодня. Да, ну а сейчас давайте вернемся к Глебу Лутфуллину и небольшое интервью с этим участником. Глеб, вы большой молодец. Поздравляю вас с очень качественным прокатом. Вы знаете, я на вас смотрю и вспоминаю, конечно, прошлогодний чемпионат страны, где вы выступили выдающимся образом. Но очевидно, что при такой колоссальной конкуренции планку держать — это очень сложная задача. Поэтому расскажите, как вы готовились к этому чемпионату и объективно, какие задачи перед собой пытались ставить? Ну, задача была откататься чисто, хоть и все и говорят, но для меня это было действительно важно, потому что предыдущий старт в Омске был не очень удачный. На Пайна я тоже не лучшим образом откатался, и поэтому тут была задача в родных стенах, в своем втором доме, можно так сказать, откататься чисто, откатать короткую чисто. Каким аспектом выполненной программы сегодня больше всего довольны? Потому что если уж к чему-то там и придраться, то выезд не получился, да? Ну, там, на тройном акселе немножко кивнул носом, но тоже рад тому, что я поборолся на выезде, и я не упал, а сделал выезд. Вы начали говорить про домашние стены. В юбилейно мало того, что тут 50 метров до вашего тренировочного катка пройти, так еще и вроде взрослый дебют на чемпионате страны тоже пришелся на юбилейный. Нет. Это был бы мой второй чемпионат России. Но, тем не менее, вы здесь выступали уже на чемпионате России. Да, насколько вам здесь приятно, уютно и трепетно выступать? Ну, домашняя атмосфера. Переодеваюсь в своей раздевалке, где я обычно переодеваюсь. То есть на этом льду мы тоже катаемся. И для меня это уютный такой домашний прокат, но со зрителями. Были ли какие-то поправки в произвольной программе? И что сами себе хотите пожелать? Хочу пожелать также бороться и кататься чисто. Поправки были. Не колоссальные, но какие-то изменения в детализации были все-таки. Еще раз спасибо за крутой прокат. Желаем спокойствия и готовиться к произвольной программе. Спасибо большое.
Встречаем на льду участников третьей группы. Григорий Федоров, Москва. Николай Угожаев, Санкт-Петербург. Петр Гуменник, Санкт-Петербург. Марк Кондратюк, Москва. Владислав Дикиджи, Санкт-Петербург. Евгений Семененко, Санкт-Петербург. Разрешена разминка. Хочется визжать и кричать вместе со всеми. Это же последняя разминка чемпионата России. Пусть и пока что в короткой программе, но она уже ого-го какая. Но нам же нельзя визжать и кричать. Мы на работе. Василий Соловьев, Михаил Коляда и Евгения Медведева на комментаторской позиции воодушевлены и ждем чего-то особенного. Да, очень жаль, что нам нельзя точно так же, как и нашим зрителям в зале, выражать свои эмоции так же громко. Просто, ну, нам звукорежиссер даже аплодировать запрещает. В принципе, наверное... Вообще-то, на секундочку. В принципе, наверное, можно, но просто вам, дорогие телезрители, будет очень громко. Поэтому мы, да, ваши уши пожалеем и будем радовать вас своими комментариями. Ну а сейчас финальная разминка короткой программы. Страсти накаляются. Но если посмотреть на настрой ребят, они так с юмором выходили на представление участников. Кто-то даже не знал, куда ехать. Видимо, прослушал или прогулял общее собрание, когда объясняли, что вообще делать на чемпионате России нужно. Оно должно проходить где-то в начале сезона, наверное. Григорий Федоров, ну, он такой парень с юмором, очень легкий. Вот его тренерская группа на ваших экранах. Светлана Соколовская, Виталий Бутиков и справа Станислав Захаров. Работают они в школе «Наша надежда» в Москве. Школа, которая основана Татьяной Навко. И Григорий, конечно же, носит прозвище «Улыбашка» у своих поклонников. И это абсолютно соответствует его образу. А вот Николай Угожаев человек серьезный. Особенно в этом сезоне он максимально серьезные катает программы. Что короткая программа, у него такой жесткий французский хип-хоп, что произвольная программа, вообще какое-то классическое исследование. Выиграл он в Красноярске Гран-при, в Магнитогорске был третьим. И вот не в первый раз выступает на чемпионате России, но в таком статусе, конечно же, впервые. Да, многократно у него всякие интересные достижения по турнирам. Но он основался, конечно, в Питере вместе с Дмитрием Хроминым, своим тренером, с которым он знаком еще и с Новосибирска. Программы ему поставили очень интересные в этом сезоне. Он, по его собственному утверждению, любит кататься последним. Особенно он так настроился теперь, что раз ты претендуешь на первые места, ну, будь готов к тому, чтобы кататься последним в разминке, потому что лидеры после короткой программы выступают в произвольной последними. Ну а дальше Петр Гуменник на ваших экранах.
спортсмен, который, и это, конечно, чудесная статистика, ни разу не выиграл чемпионат России, хотя был 2 раза на пьедестале, и 1 раз вместе с Евгением Семененко он показал абсолютно одинаковый результат, 295,7 балла. Но это спортсмен, который выиграл квалификационный турнир в Пекине на Олимпиаду 26 года итальянскую. Вероника Дайнеко и Тамара Москвина, как руководитель школы, его выводят на эти соревнования. В этом сезоне был у него и бронзовый прокат, и 1 место, но вот все то, что происходит, да, и на Гран-при, и то, что происходит здесь, все будет абсолютно в борьбе. Вот когда говорят, что там что-то каким-то образом может быть предрешено характером или подготовкой, или техническим наполнением, но это не так. То, что мы видели в начале сезона, это все абсолютно непредсказуемо. Абсолютно потрясающий артист Марк Кондратюк. Единственный, кто выиграл 2 турнира на Гран-при в этом сезоне. Да еще и такое шоу потрясающее дал оба раза. Болельщики его с удовольствием зовут «Наш художник», потому что он действительно еще и рисует совершенно потрясающе. Даже уже профессионально зарабатывает этим. Но, правда, пока совсем чуть-чуть. И в завершении еще 2 спортсмена, прежде всего Владислав Тикиджи, ученик Олега Татаурова. Большинство спортсменов здесь питерские, если что. Поэтому стадион, конечно, сходит с ума абсолютно. Олег Татауров и Наталья Тушинская на ваших экранах. Тренер и хореограф. И Евгений Семененко, ученик Алексея Николаевича Мишина. Что уже напрыгали сейчас на данный момент? Что-то происходит? Россыпь четверных. Вась, пока ты представлял вообще всех наших потрясающих ребят, мне кажется, ни одного срыва у тряси не было за всю 6-минутную разминку. Я такого давно не видела. Ребята, правда, 100% можно сказать, что в ногах заряженные, есть азарт, они спокойные. Так что я надеюсь, что сильнейшая разминка продолжит череду потрясающих прокатов на сегодня. Я вот прям всем сердцем этого желаю, потому что такое прекрасное настроение. Ну, правда, давайте продолжим так же. Ребята, удачи! Я уже говорил, у Светланы Соколовской 3 спортсмена на этих соревнованиях. Это одни только мальчики. И вот в этой группе участников у нее 2, и она провожает на лед первого из них. Это Григорий Федоров, 20-летний спортсмен. Интересный парень, обыгравший, кстати, в этом сезоне Марка Кондратюка и Романа Савосина на чемпионате Москвы. Также 2 победы на этапах Гран-при, где у Гажаева, точнее 2 медали на этапах Гран-при, где у Гажаева он уступил всего 0,2. И вот свою короткую программу он описывает так. Сначала я снежный вихрь, а потом все тает, и я как ручеек.
Григорий Федоров. Как его зовут? Гриша Квадист, еще его прозвали болельщики. Но сегодня сложный получился прокат у Гриши. Чуть сложнее, чем предполагалось. Но напряжение еще такое мощнейшее. Все-таки это третья разминка, заключительная разминка. И он еще выходит первым. Да, короткая программа — это отдельное испытание. Платежная система «Мир» традиционно поддерживает развитие российского спорта и является постоянным партнером Федерации фигурного катания на коньках России. Открывает третью разминку участников. Я бы сказал, что у Гриши, наверное, он вытянул счастливый стартовый номер. Устоял, лучше спасибо. Да, там криминальный. Давай живенько надел, нам туда надо сесть. Летел-то просто вообще, не понимаю, по какому углу. Понимаешь, что у тебя все нормально, ты в ногах. Кофту надел? Пошел. Да, действительно, он был в ногах, все было замечательно. И четверной флип на 6-минутной разминке вот прям отскакивал от зубов. Но вот, к сожалению, немножко дрогнул Гриша в прокате. Давайте сейчас посмотрим. Да, ось очень сильно ушла. Под сильным наклоном, да. И слышно прям по интонации, как тренеры расстроены, потому что, ну, видимо, был расчет на чистый прокат. Гриша в форме. И, конечно, да, досадная ошибка, особенно когда все есть. Ну, дальше тройной аксель. Очень красивый. Миш, ну а ты вот сказал, что вытащил все-таки счастливый номер первый, да, в этой разминке, после кого еще тут, что называется, кататься, да, чтобы не оплошать. Но он им, получается, не воспользовался или не такой уж он и простой, этот номер? Он достаточно простой, потому что обычно 5 минут разминаешься, минуту отдыхаешь и как бы на свежака выходишь и делаешь, потому что выступать, когда ты там шестой сидишь, 35 минут в произвольной программе, где-то минут 30 в короткой, сидеть в раздевалке, ждать, нервничать, вот это вот действительно серьезное испытание. Сколько, получается, он потерял баллов на вот этих ошибках? Все-таки мы видим, что у него 4-го уровня все вращения, дорожка шагов 2-го уровня. Мама, папа, балла 3-4, да, потерял? Примерно так, да. Спасибо. За исполнение короткой программы. Таким образом, он занимает 8-е место на 1,5 балла, отстав от Сарновского и Ковалева. Ну а вот и сюрприз этого сезона. Николай Угожаев. Как прыгает, как катается, не банально, не скучно, хотя и серьезно. Что рэп у него серьезный в короткой программе, что классика нетривиальная в произвольной. В общем, удивил, это правда. Сейчас тренируется у Дмитрия Хромина, с которым дружен еще с Новосибирска, и результаты радуют. Идет в раскачку под франко-аргентинский хип-хоп. Слушайте. Que je parle d'eux, mais longtemps que je n'ai pas parlé d'eux. Moi, longtemps que l'enfant, moi, n'est pas venu me prendre par les deux mains. Mais qu'il est compliqué de parler d'eux, soit sans m'en faire tomber des perles d'eux. Sur je monte le volume, je perds le 10. Comme si je me voulais pour un écoute. Le temps s'en est allé comme le matin. J'aurais aimé le suivre à la moto, retrouver la sensation d'illimité dans une étoile ou dans l'amitié. Mais j'ai peur de lever la tête et de m'apercevoir que le ciel est cassé. Je suis dans une sale équation, un sommet de ma tour seul est coincé. Et je me demande si c'est leur douleur que je vois dans les yeux des gens, ou est-ce que c'est la mienne qui s'y reflète quand la voix en moi me dérange. Et je me demande si au milieu de la foule, il n'y a que moi qui suis perdu. Et puis je croise un regard, et puis je vois bien que je suis pas le seul qui est perdu. Suffit d'un seul regard, une seule seconde, une seule lumière, pour retrouver une place, voir un sens dans l'univers. Parti de chez moi si tôt pour ressentir la démesure et l'effroi. Ne vois pas sonder ce qu'il y a dans mon cœur afin d'en mesurer le froid. Je suis comme dans le verre, corps sur les toits. Je crois que je suis devenu moi le jour où j'ai reconnu mes choix. Depuis j'ai reconnu une étoile
Qu'il est étrange ce repos du cerveau qui me permet de m'éloigner. Peut-être qu'il pourra me soigner. Les moments d'absence que je traverse te demandent de ne pas t'en inquiéter. Le regard perdu quand tu me parles est une manière de mieux t'écouter. Qu'il est étrange ce repos du cerveau qui me permet de m'éloigner. Rejoindre les steppes et les pensées qui tiennent chaud. Peut-être qu'il pourra me soigner. Au sommet de ma tour, l'impression que mes nuits durent des jours. J'y pense à chaque seconde, attiré par le monde, je voudrais en faire le tour. Au sommet de ma tour, l'impression de voir tout à contre-jour. J'y pense à chaque seconde, attiré par le monde, je voudrais en faire le tour. Au sommet de ma tour, l'impression que mes nuits durent des jours. J'y pense à chaque seconde, attiré par le monde, je voudrais en faire le tour. Au sommet de ma tour, l'impression de voir tout à contre-jour. J'y pense à chaque seconde, attiré par le monde, je voudrais en faire le tour. Николай Угожаев. Самый сложный набор прыжков, который вот делают в короткую у мужчин, это четверной лутс в каскаде с тройным тулупом и четверной флип. Но четверной флип в каскаде с тройным тулупом и четверной лутс — это практически то же самое по баллам. То есть от перемены слагаемых сумма не меняется. И вот Угожаев сделал флип, тулуп и еще лутс, и так блестяще. Это было потрясающе. Справился. Платежная система МИР традиционно поддерживает развитие российского спорта и является постоянным партнером Федерации фигурного катания на коньках России. Справился, сказал Дмитрий Хромин после проката, очень так это сдержанно. И выходил Николай очень сдержанно, и это как раз помогло ему сохранить вот этот настрой для того, чтобы выполнить сложнейший контент. Четверной флип с тройным тулупом. И, к сожалению, не докрут на четверном лутсе. Вот мне как раз показалось, был все-таки небольшой недокрут на четверном флипе, но судьи его не нашли. Вот здесь поставили. Здесь явный, да, здесь явный был недокрут. Да. Хотя вылетел вообще замечательно, с длинным выездом все это Но вот сделал. с нашего с тобой ракурса не видно было. Да, он был чистый. Он был чистый с нашего ракурса. Но на повторах все-таки мы действительно заметили недокрутик. Мне даже показалось, что он вот выезжал и смотрел на это место, как он, что осталось на льду. Хотя смотреть надо в другую сторону, мне кажется, спортсменов, как ты говорила еще в первой группе участников. Да, не в лед. Вообще Николай в этом году как-то вот раскрывается все больше и больше в плане хореографии, подачи, интерпретации. Все движутся они, в общем, в верном направлении. Еще и с экспериментом таким, ну вот, предложи кому-нибудь кататься под... Он берет и катается, и это трогает, и зрители смотрят, не отпускает. Изучают оценки его тренеры, глядя на экран. Теперь есть такая возможность сразу это сделать. Ну и немного измотан. Ну и, как ты говоришь, реакция тренерская максимально сдержанная. Ну, подарков не ждут, да, обычно от судей и от технической бригады. Знают, что все жестко, знают, где может быть докрут, не докрут. Но с другой стороны, а здесь не было ничего неожиданного. То есть, что наработал, то и показал. Это правда. Ну, Машиник вообще группа такая сдержанная, без лишних эмоций. Но это 4-е место на данный момент. Отставание чуть более балла от Глеба Лутфуллина на ваших экранах оценки. Да, 6 баллов. 6 баллов. Ладно. На лед приглашается Петр Гуменник. Гуменнику еще на Олимпиаду ехать выступать. Пока болельщики, специалисты и журналисты спорят, что такое для этого Петра нынешний чемпионат России,
этап подготовки или полноценное соревнование, сам спортсмен на каждом старте старается показать максимум возможного, не прячется ни за лидерством, ни за авансами, ни даже за срывами. Несчастья бояться, счастья не видать, как говорил Петр I, самый первый. Потрясающий аромат. Аромат успеха создает этот парфюмер. Ну, влюбил. Да, Влюбил. да. Работает все-таки. Парфюм какой-то особенный у Пети. Ой, красивый прокат. Невероятная вообще программа, которая ему мега идет. Это попадание прям в десятку с образом, с костюмом, с задумкой, с этим платком, розы, прическа. Все сошлось. Конечно же, я как девочка задаюсь вопросом, как он будет делать такую прическу на Олимпийских играх. Потому что сейчас-то стилист по волосам его причесывает. А на Олимпиаде что будет? Ну, это уже до Олимпиады. Еще время есть. Да, это уже совсем другой вопрос. Главное, что элементы все на месте. Четверной. Не расскажет нам секреты. А зал даже не останавливается. Четверной Луц под вопросом, да, поставили все-таки арбитры галку, но это заслуженно, справедливо, да, там прям явный недокрут был. Как он устоял, это прям героизм. Его правой ноге надо ставить памятник, потому что из такого положения мало кто сможет выехать. Ну, стартовый четверной флип в каскаде с тройным тулупом на хорошей скорости. И вот сразу видно рука мастера Рафаэля Владимировича Арутюняна, которому вот совсем недавно ездил тренироваться. На бешеной скорости, с огромной высотой. Это, что называется, баллон такой в воздухе есть. Вот четверной Луц. Прям галка да. явная, да. Да, с двух ракурсов мы видим, что здесь явная
Галка. не дошел, под наклоном вращался, но после... Галка имеется в виду Недокрут. отметка судейская, а недокрут в половину оборота. Да, извиняюсь за сленг, это мы Нет, как-то ну уже здесь, втянулись в здесь разговор. была четверть, здесь не совсем полоборота, но все-таки четверть, да, явная была. Тройной аксель замечательный. И вот мы с Евгенией тоже отметили, какой интересный заход у него на вращение из кораблика. Вообще программа такая слаженная, классная, все 4-го уровня, все сделано здорово. Вот Петя после утренней тренировки со мной пообщался и рассказал, что с Рафаэлем Арутюняном как раз когда ездил к нему на стажировку, работали именно над стабильностью, над тем, чтобы прыжки все были ровные, в ногах. Собственно, плоды этой работы мы можем увидеть в прокате короткой программы. Чуть-чуть дожать бы Луц, и тогда будет супер. Ну, может быть, он не дожался, потому что вот ему пришлось еще путешествовать в Америку, туда-сюда. Это все-таки акклиматизация какая-то. Немножко подустал, но это стоило того, эта работа, правильно? 100% абсолютно. И он впереди. Ваши экраны демонстрируют его баллы. На 5 баллов он опережает по компонентам Андрея Мазалева и на 1,5 балла по технике. На лед приглашается Марк Кондратюк, Москва. Марк Кондратюк, чемпион России и Европы 2022 года. Помним, как он сражался с Михаилом Калидой на тех чемпионатах страны. А сейчас Марк неплохо разогнался с начала сезона. 2 победы, да еще и с таким творческим наполнением. Если вы сейчас усидите на месте, то пора проверить, есть ли у вас вообще пульс. Как жалко, мы так сильно ждали проката Марка Кондратюка. И
Вот, к сожалению, все-таки каскад во второй части подвел. Мы видим, как и Марк расстроился, и мы расстроились, и за голову схватились. Но ничего. Когда Марк заходил на четверной луц, я прям кричала: Марк, ну давай, ну порадуй. Вот четверной луц прям то, что надо. И то судейская коллегия вот прям вот в тот момент, когда я говорила сейчас комплимент, поставила кьюшку. Ой, совсем не чистый прокат. Очень неожиданный сюрпризчик. Очень неожиданно. Да, действительно, сюрприз такой неприятный, Ну, неожиданный. понятно. Уже ничего не поменять. Прилетел, откуда не ждешь. Это уж точно. Но все-таки хочется похвалить. Этот спортсмен опытный, и он, даже будучи с двойным сальхом, прицепил таки тройной тулуп и остался с каскадом. Да, он получил, конечно, гораздо меньше баллов, но это все равно серьезные баллы, 6,4. А какой тройной аксель? Замечательный. Совершенно в самом начале, буквально через 12-13 секунд после старта короткой программы, Нужно сражаться до конца. Все-таки через 2 дня будет произвольная программа. У Марка Кондратюка тоже совершенно потрясающая и с точки зрения творчества, и с точки зрения насыщенности технической. Но мы видим в любом случае то, что все в борьбе, да, никто не идеален. И, как вы уже говорили, у некоторых появляются галки, у некоторых кьюшки. Что-то, да, это соревнование очень ответственное. Страсти кипят. И вот последние как раз разминки, да, все сложнее, конечно. Идет, мы надеялись с вами на... Это невозможно просто. Да. А почему, кстати, Светлана Владимировна сказала, что вот прилетели откуда не ждали? Потому что сальхов это вот прям легко должно у Марка получаться без Марк делает сальхов просто, вот что называется, закрытыми глазами, да. И во второй части программы, и в этом сезоне он много раз демонстрировал это. Но вот, к сожалению, бывает. Да, это эмоции, это бесценные эмоции, которые... Спасибо большое за поддержку. Пошел учить сальхов, видимо. Да, завтра как раз есть целый день, чтобы сальхов выучить. Анализирует тоже то, что поставили судьи недокрут на луце. Оценки у них на экранах. И это 8-е место, но с очень небольшим отставанием от 5-го, 4-го, 3-го. На лед приглашается Ученик Олега Татаурова. Еще одна питерская звездочка Владислав Дикиджи. Запредельный, космический, дикий, но воспитанный. Он выходит на лед, как будто вот не выступать, а немножечко пожить здесь. Каскад с четверным луцем — самый дорогой элемент сегодня. И он у Влада забрал.
всему есть место, к сожалению, на сегодняшнем чемпионате России, в сегодняшней короткой программе у мужчин не только взлетом, но и падением, который, тем не менее, мы же понимаем, все-таки фигурное катание — это комплекс всех вещей, да, и комплекс элементов, поэтому одно падение — это еще не катастрофа, но это серьезно. Фух, надо немножко подышать, выдохнуть после такого нервного проката. Поменяли они заход немножечко с последнего этапа. Но вот, к сожалению, сейчас будем смотреть повторы. Что же пошло не так с четверным флипом? Да, выходить в статусе чемпиона страны второй год, это все равно, что вот задрал себе планку, и ты не хочешь ниже прыгать. Нужно доказывать. Первый прыжок очень хорошо был сделан. Луд-стулуп действительно, это, наверное, лучшая попытка из того, что я видел сегодня и на утренней тренировке, на 6-минутной разминке. Что называется, ноги помнят. Пошел и сделал. Без каких-либо вопросов вообще. И ребро правильное, и с докрутами все в порядке. Все замечательно Второй было, и судьи оценили 18-82. А вот здесь совсем не дошел просто он до ноги. настолько сильно как бы лег в круг, что надо было просто встать на левую ногу, уверенно, крепко, как он это делает. Как он это делает, например, на четверном Сальхове. Но здесь, к сожалению, да. Вот такие эмоции у нас и были. Но тут даже вопрос стоит, как мне кажется, не в том, что доехал, не доехал до ноги, то он доехал, он корпус оставил впереди, то есть как будто бы руками и плечами не доработал. У него было неустойчивое положение. Да, техника у всех разная. Если посмотреть на ребят, кто-то ниже, кто-то выше оставляет корпус, но самое главное — это не само положение перед вылетом, а именно в момент отталкивания, чтобы спортсмен был максимально ровный, потому что физику не обманешь, если очень много точек, как на центрифуге, да, все равно тебя размотает так или иначе. И вот не дошел, конечно, до ноги, это очень обидно. Да, здесь уже надо делать вход удобный, чтобы был хороший выезд. И на данный момент у Владислава Дикиджи 8-е место. Отставание от Макара Игнатова — полбалла. Заключительный ход на сегодня в исполнении Евгения Семененко. Ученик Алексея и Татьяны Мишиных будет сжечь Нирваной. Чтобы ее достичь, нужно пройти несколько этапов. Первый — уговорить ироничного профессора. Второй — создать потрясный образ. Третий — не выцарапывать прыжки, а сделать красиво и основательно. И вот вроде как мы сейчас на третьем шаге. Inside your heart shaped by
Достойнейшее завершение мужских соревнований в короткой программе сегодня в исполнении Евгения Семененко. Я могу Русского сказать только айдола. браво. Просто вот браво. Правда. И крутейший прокат, наполненный эмоциями, наполненный такой энергетикой, что вот он все отпрыгал, казалось бы, да, под конец программы можно-то и подустать, но он выдал нам такую дорожку с такими ребрами прекрасными. 4-го уровня. И не зря. Мы вот с Мишей отметили, что действительно, видимо, была проведена какая-то невероятная работа именно над дорожкой, над технической, потому что ребра закладывал Женя сегодня прям очень крутые. Молодчинка вообще. Сегодня чисто все было, так вообще. Все одевали. Да. Держи только. Ты рукава-то отстегнул? Я что-то уже не видела. На рукава уже не смотрела. Что же делать судьям? Да, действительно, что же делать судьям? Потому что Женя сейчас показал совершенно потрясающий прокат короткой программы. Мне показался, он был немножко сдержанный сегодня, но... В начале. Да, в начале. Вот благодаря этой сдержанности зато все чисто получилось. Да. И как раз то, чего не хватило сегодня Марку Кондратюку, все-таки эмоции у него взяли верх, но у Жени это было под контролем. 4-3 тулуп-тулуп. Ему и сказал Алексей Николаевич, аккуратненько, чистенько все сейчас сделал. Все действительно было аккуратненько и чистенько. Все-таки выходить под заключительным стартовым номером, это надо уметь. Женя умеет. Но по уровням ни одного же у нас не было в дорожке 4-го, или я у Пети ошибаюсь? было, Был у у Мельника Пети, да? все 4-го уровня дорожки и... Да, точно. И вращение. Ну так что, сегодня, получается, не выцарапывал? Но все равно, если уж совсем придираться и под микроскопом где-то там разглядывать, конечно, всегда есть куда лучше. И ну можно... ладно, мы Мне же кажется, знаем, это у него манера такая. У него манера прыжков такая, у него такая техника прыжков. Да, но сегодня было. Взяли за моду операторы, показывает нашу реакцию с тобой, Миш, на прыжки. Ну, потому что это настолько эмоциональный старт, что просто на месте не усидеть. Это правда. Сегодня просто какой-то взрывной день коротких программ. Я такого давно не видела в нашей российской мужской одиночке. Вот пускай так дальше будет. Вот правда. Больше хороших прокатов, чем плохих. Больше положительных эмоций, нежели грусти. И это так здорово. 56 за технику. Ох, какая заявка. Очень серьезная. Да, это на полбалла по технике меньше, чем у Петра Гуменника. Соответственно, для нас теперь остался вопрос, а что с компонентами? Сумма-то сколько? Или только по технику показали? Страшно ставить оценки. Страшно оценки ставить. Петр Гуменник. Все в ожидании, на нервах. Возле кулис ждет, какая будет оценка. Но у Пети все-таки посложнее немножко контент. Есть такое, да. И программа такая более фигурно-катательная, что ли? Или как правильно сказать? Миш, помоги. Пусть будет фигурно-катательная. Это почти 101 балл. Он на втором месте уступил 2 балла по компонентам. Ну, насчет компонентов не буду упираться. А что касается технической оценки, ну да, Миш, ты абсолютно прав. Там четверной флип с тройным тулупом Луц. Это, конечно, стоит чуть-чуть подороже. И в этом наверняка есть своя суть в том числе. На третьем месте, кстати, по компонентам Марк Кондратюк, а дальше уже идут все остальные. Ну а на третьем месте по сумме программ, сумме оценок Андрей Мазалев, дальше Матвей Ветлугин. И соревнования мальчиков закончились. Мальчиков завершились, и впереди у нас еще соревнования женщин, конечно же, после заливки и студии.
Ну что ж, позади короткие программы у мужчин. Итак, у нас есть возможность сейчас пообщаться и узнать, что же происходило и здесь во время проката Пети Гуменника. Итак, лидер после коротких программ у мужчин Петр Гуменник. Ну что, по горячим следам, эмоции, анализ. Эмоции положительные. Рад хорошему прокату, рад, что меня поддержала публика, то, что мне громко кричали разные слова поддержки, громко хлопали, вот, и мне это было приятно. Вот сейчас постараюсь это немножко забыть, чтобы к произвольной выйти с новыми свежими силами и эмоциями. Трибуны, публика действительно очень сильно тебя поддерживали на протяжении этого турнира. Каждый раз, когда ты появлялся на экранах, и сейчас сколько плакатов. Но вот скажи, чемпионат России последние сезоны является такой кульминацией сезона, где все на пике формы. А сейчас ты его как воспринимаешь? Как просто этап подготовки? Какие вообще, вот, как настрой проходил? Да, в плане подготовки чуть-чуть было легче, то что это было не главное соревнование сезона. Сезон на этом не заканчивается. Дальше Олимпиада, к которой вот я в основном и готовлюсь весь этот год. Поэтому подготовка была спокойнее, без лишних нервов. Я мог спокойно выходить на лед, делать то, что мне нужно, не психовать. Но на самом старте все равно, конечно, напряжение чувствовалось, потому что вижу всех своих соперников, они прыгают четверные, туда-сюда, луцы, флипы, и сразу прям чувствуется это соперничество. И неужели я услышал только сейчас слово «психовать»? Неужели есть такие моменты, и даже несмотря на порой сложные тренировочные процессы, неужели Петя Гуменник может прям так злиться и психовать в какие-то моменты? Ну да, конечно, когда заходишь на сложный многооборотный прыжок, нужно максимально холодно в голове все рассчитывать, все на заходе делать четко, размеренно. А когда что-то может не получиться несколько раз подряд, и такой думаешь, блин, это же сейчас чемпионат России, а если у меня там не получится? И начинаешь уже так со злостью заезжать и делать ошибку, и это может как снежный ком все сильнее и сильнее накатывать. И очень важно в такие моменты остановиться, охладиться и успокоить себя. А если вот с холодной головой делать анализ сегодняшнего проката, мы видели по распечатке, что за исключением четверного луца все элементы выполнены на, можно сказать, максимальные баллы. Ты сам как оценишь вот по программе, как ты шел, как элементы все получались? Ну, да, правильно. За исключением луца все получилось отлично. А луц в короткой для меня это такой прыжок, на который нервы больше всего сказываются. Чуть-чуть мне стоит быть неуверенным в себе, о чем-то задуматься. И вот именно луц — это первое, что может пойти не так, но все равно доволен, что смог его спасти, сделать ну, почти чисто. И потом, после луца, попытаться скомпенсировать все и постараться еще больше сделать на вращении, там, скорость на акселе, хороший выезд, на дорожке все показать. То есть ты во время проката сразу тоже чувствовал, что луц был не идеальным образом исполнен? Да, когда еще заходил вот на последней дуге, я такой думаю, блин, какое движение, влево-вправо, туда-сюда, замешкался. И в полете я даже не был уверен, что вообще смогу его выехать. Был шанс, что какой-нибудь трюк исполню, как, например, в Москве. Петь, скажи, ты буквально вот минуту назад сказал о том, что нервы являются причиной того, что луц был выполнен не идеально чисто. Но он идет вторым элементом в короткой программе. То есть даже вот четверной флип, несмотря на эту сложность, четверной флип в каскаде не является разгрузкой головы? Является на самом деле. Я именно поэтому луц и прыгаю вторым элементом. Это такая тактика, чтобы... И ты ее придерживаешься? Я ее придерживаюсь. Делаю флип, после этого мне становится легче, но все равно вот бывает. Некоторые прыжки, например, лучше сделать на свежие силы, как флип. Мне на него нужно, чтобы я был свежим.
но нервы на нем никак не сказываются. А на Луце я как раз могу его сделать уставшим, но главное быть спокойным и уверенным. Ты недавно делился с нами немного закулисьем своего тренировочного процесса. Ты ездил в Америку на сборы. Расскажи вообще, как все прошло, над чем больше всего работали? Прошло все хорошо. Рафаэль Владимирович со мной там по 3 часа в день, можно сказать, индивидуально занимался. Каждую тренировку мы все прыжки проходили, заново изучали технику. Ну, не с нуля, конечно, но многие моменты с ним отработали. Он причем исправляет даже не то, как ты должен в воздухе что-то делать, даже не то, как ты должен отрываться, а то, как ты начинаешь делать заход, например, после предыдущего элемента. Вот эти первые несколько шагов он исправляет, и все, и прыжок прыгается по-другому. Ну, предлагаю просто поблагодарить сейчас и Рафаэла Арутюняна. Для тех, кто не знает, этого прекрасного специалиста в свое время тренировал Александра Абта, призера европейского первенства. Ну и, конечно, твоего основного тренера, это Вероника Дайнеко. Благодарим наших всех педагогов за то, что отдают сердце и душу в наши результаты. Будешь созваниваться с Рафаэлем сегодня вечером? Да, наверное, созвонюсь. Или я сам решу. С Вероникой Анатольевной поговорю. Да, спасибо и Веронике Анатольевне, и Тамаре Николаевне, и Николаю Юрьевичу. У меня огромный тренерский штаб или коллектив, как лучше сказать, вот, которые все мне помогают. И каждый мне может сегодня что-то полезное, наверное, сказать. Ну, я думаю, можем упомянуть, что Рафаэль Арутюнян — это тренер предыдущего олимпийского чемпиона Нейтана Чена, так что, я думаю, подсказать ему есть что. И, конечно, очень надеемся, что эти ценные советы обязательно принесут пользу. Кстати, я понимаю, что мы не должны тебя дергать предстоящей Олимпиады. Сейчас как бы немножко затрагиваю эту тему, но немножко даже не то, что за кулисье, а о твоей обычной жизни. Есть ли у тебя календарь, где ты зачеркиваешь дни, сколько остается как раз этих самых дней до Олимпиады? Или ты стараешься полностью выкинуть все календари? И есть ли у тебя блокнотик, где ты вычеркиваешь, сколько раз тебя спросили про Олимпиаду уже за этот сезон? Это ваши, да, были такие привычки перед Олимпиадой? Моя точно, у меня висел календарь. Но нет, я просто иногда вспоминаю, так, сколько же осталось до Олимпиады, так, 2 месяца, и начинаю думать, что же мне с этим делать. Но календаря нету. Может быть, стоит завести, потому что когда у 2 олимпийских чемпионов было что-то подобное, возможно, это секрет успеха. Ну, после звонка Рафаэлю можешь набрать еще и нас, мы тебе тоже кое-что можем подкинуть как идеи. Но всегда есть время подумать, всегда есть время, если есть желание созвониться со многими специалистами, попросить, возможно, какой-то помощи. Все возможно в этом мире было бы желание. Ну, а у нас, Саня, желание тебя уже отпустить для того, чтобы ты пошел отдыхал, совершал эти телефонные звонки, проходил бы анализ того, что сегодня было на льду, ну и, конечно, уже с новыми силами, возможно, новыми идеями и, конечно, новым приподнятым настроением и в произвольную программу. Спасибо, Петь. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну что ж, только что мы поговорили с Аней и с Петром Гуменником о том, что происходило здесь на этом льду. Короткие мужские программы. Ну а сейчас давай о том, что происходило вообще в заключительной разминке, Ань. Ой, заключительная разминка Ой, тоже, мне нравится конечно, вот эта пауза. Ой. Ну, потому что эмоций много. Конечно, за каждого мы переживаем, потому что мы видим весь этот путь и все этапы, начиная с контрольных прокатов, этапы Гран-при. Здесь мы следили даже за тренировками спортсменов. Конечно, за каждого уже переживаешь. И вот сейчас даже вспомнить много, наверное, моментов, которые расстроили есть. Да? Марк Кондратюк, безумно обидная вторая половина. Признаюсь честно, мне как-то с начала проката показалось, что вот Марк тот человек, которому очень нужен кураж, который он ловит сразу сначала, и он несет его всю программу, это бешеная энергетика. Мне показалось, что сегодня вот этого куража не было, и он сразу ехал очень расчетливо, очень с холодной головой и старался вытащить этот прокат, сделать его качественным. Ну вот, возможно, немного
немного этих эмоций ему не хватило, и во второй половине очень обидно. Сальхов, его любимый прыжок, четверной, получился лишь двойным. Хорошо, что прицепил каскад и все-таки не в ноль потерял этот элемент, но это, конечно, колоссальная потеря по баллам, и начинать он будет с 10-й позиции, да, насколько я помню. Конечно, сильная потеря. Ты знаешь, ты когда говоришь о том, что действительно Сальхов является одним из любимых элементов Марка Кондратюка, и порой, как в жизни, да, получается, что мы порой своим словом случайно обижаем больше всего самых близких. Также здесь вот самый близкий к тебе прыжок, и он как раз не получился, возможно, к сожалению. Он как раз, да, такой был тяжелый прокат, и он, возможно, всю свою концентрацию, энергию потратил в тот же Луц, который, да, намного тяжелее идет в целом, а на Сальхов уже немного его не хватило. Обидно. Вот, как раз давай, что гадать-то? У нас есть как раз сам герой Марк Кондратюк и его слова, его впечатления о программе. Итак, внимание. Марк, очень рад вас видеть. Спасибо вам за этот прокат. Я не видел потерянных оборотов, отворачивался на каскаде, поэтому спасибо вам за хороший стабильный прокат. Но прежде чем о нем говорить, с возвращением вместо силы в Санкт-Петербург, где яркая звезда Марка Кондратюка загорелась, и чтобы зрители наши понимали, мы даже интервью пишем на той же самой точке, в том же самом месте, когда вот был ваш победный здесь чемпионат России. Мурашки бегут по коже, когда сюда возвращаетесь? На самом деле, да, это действительно так. И сразу картинки перед глазами всплывают. И чемпионат России, который выиграл здесь, турнир шоу-программ «Русский вызов», прыжковый чемпионат России, медаль брал. Не, на самом деле, я люблю Питер, люблю юбилейный. И возвращаться всегда одно удовольствие. А то, что вы сказали про место. Да, если я правильно помню, здесь все было по-другому, и стоял диванчик. Елка была новогодняя. Да, вот это не помню. Помню диванчик, я сидел, ждал. Итоговый результат, да. Это очень приятное воспоминание. Для меня имя Марк Кондратюк – это синоним словам самоотдача, экспрессия и классная подача. Как сегодня было с этим, и как вы прожили этот прокат? Могли ли лучше? Ну, мог, конечно, лучше на каскаде. Это была основная ошибка, очень глупая, потому что хоть это элемент сложный, но мне он дается без особых трудностей, но, видимо, не сегодня. А в остальном, мне кажется, что было достаточно приятно. По крайней мере, зрителям вроде понравилось, а это самое главное. Мы с вами до начала чемпионата России говорили, после тренировки, без камеры, я вас спросил: Маркуш, какие задачи на этот чемпионат? А вы очень по-взрослому и мудро начали отвечать. Вот давайте теперь на камеры это повторим, чтобы ваши болельщики и зрители поняли, что для вас сейчас ценно. В первую очередь я катаюсь для себя, для своего удовольствия и для удовольствия публики, зрителей, которые как приходят вживую посмотреть на стадионе, так и смотрят там с телефонов или телевизоров. Наверное, это самое главное по причине того, что баллы, места, они могут забыться, а вот какое-то впечатление зрителя от происходящего, наверное, остается навсегда. Вот. Поэтому я думаю, что это основополагающее. Хоть мы и занимаемся, конечно, спортом, где все соревнуются ради достижений, но у нас, как мне кажется, вид спорта наиболее связан с искусством. Поэтому надо пользоваться. Прошу. Ну что ж, как сказал Марк Кондратюк, видимо, не сегодня, но эта фраза легко ложится и на прокат действующего чемпиона России Влада Декиджи. Но мне хотелось бы сейчас сделать акцент на том спортсмене, у которого абсолютно все получилось. Женя Семененко, браво! Да, браво, лучше и не скажешь, потому что сегодня в сильнейшей разминке, как мне кажется, это был единственный чистый, полностью прокат, безошибочный, где все элементы оценили в плюсовой зоне. И Женя сегодня катался, вот у него был и кураж, и драйв, и при этом его чемпионский характер, когда он умеет в нужный момент собраться и все показать, что он умеет, несмотря на травму, которая была в начале сезона, да, как он набирал форму. На этапах Гран-при он уже показывал очень достойный уровень, и вот здесь сразу видно, что работа была проделана, и он выходил четко с поставленной задачей чисто откатать свою программу. И он это сделал и определенно подарил очень яркие эмоции зрителям на трибунах, потому что все его программу, конечно, с восторгом восприняли.
Достаточно сложное время прошел Женя Семененко во время межсезонья и многочисленные травмы, но он преодолел все, и, на мой взгляд, сегодня это было абсолютно чемпионское катание. Но о своем катании расскажет сам герой Женя Семененко. Евгений, примите наши слова восхищения великолепным исполнением этой короткой программы. Я знаю, что вы не очень любите после короткой программы на полпути давать интервью, но давайте из уважения к вашему болельщику мы это сделаем, а из уважения к вам я не буду задавать сложных вопросов. Поэтому первый вопрос простой. Попробуйте оценить свою работу на льду, и была ли она на 100% выполнена? Ну, во-первых, спасибо за слова восхищения. Рад, что продолжилась тенденция чистых коротких программ в этом сезоне. Наверное, это от большой моей любви к этой музыке. Вот. Так что всегда радостно, тем более перед местной публикой в Питере, в юбилейном. Спасибо всем моим болельщикам, что пришли, поддерживали. Я слышал, как мне задавали темп во время программы, подстраивались под мой ритм музыки. И от этого мне катать было еще лучше и интереснее. Маэстро Алексей Николаевич Мишин какими словами напутствовал вас, когда выводил на лед, и что сказал после того, как увидели баллы? Ну, баллами я остался доволен, потому что удалось улучшить свой предыдущий... удалось набрать больше баллов, чем на прошлых 2 этапах. Значит, идет положительная динамика, а это есть хорошо. Вот. И Алексей Николаевич, перед прокатом говорил уже привычные мне слова. Уже много лет вместе. Я уже даже могу немножко так предугадывать, что он мне скажет. Но мне всегда приятно. И в особенности видеть перед выходом на короткую программу то, что у бортика стоят все мои тренеры, все мои близкие люди. И что они всегда очень тепло переживают обо мне и хотят, чтобы я откатал как можно лучше. На редкость в мужском одиночном катании на чемпионате России будет выходной день. Как правильно его провести, чтобы успеть и разгрузить голову, немножко расслабиться физически, но при этом не потерять правильный настрой и форму? Мне кажется, форму за такой короткий промежуток времени тяжело потерять. Просто уже вы частично сами ответили на мой вопрос, что отдохнуть, расслабиться, голову немножко отключить, и все в этом духе. Так что, будем стараться. В заключение попробуйте сформулировать главную задачу для себя на исполнение произвольной программы. Просто сейчас, мне кажется, лучше мне просто немножко отдохнуть. Сегодня прошла короткая программа, все, можно сегодня уже не думать, что там будет дальше. А вот завтра, послезавтра уже, будем предпринимать какие-то решения. Желаю вам спокойствия, восстановления и чистого исполнения произвольной программы. Благодарю. Встречаем на льду участниц первой группы. Мария Мазур, Москва. Камила Нелюбова, Краснодарский край. Мария Пулина, Санкт-Петербург. Ева Зубкова, Санкт-Петербург. Мария Елисова, Тульская область. Арина Кудлай, Санкт-Петербург. Разрешена разминка. Красавицы-спортсменки уже на льду Санкт-Петербурга. Это продолжается чемпионат России по фигурному катанию 26-го года. Да, мы впереди
уже практически в новом году находимся, и девушки исполняют короткую программу сегодня вслед за мужчинами. Первая группа участниц уже на льду, а на комментаторской позиции очень деловые, стремительные Алексей Ягудин и Анна Щербакова, которые работают, не покладая языка. Ну, потому что языком чуть проще работать, нежели с конечками на ногах. Но неважно. Всем добрый вечер. Крутейший чемпионат России, тем более не только по катанию. Ну, понятно, что есть и провалы, есть какие-то взлеты. Но по организации, безусловно, самый крутой. Вы только посмотрите на эти сказочные бортики. Что бортики здесь все на мировом просто уровне сделано благодаря усилиям Федерации фигурного катания России и Первому каналу. Ну и, конечно же, всем нашим дорогим партнерам. И благодаря вам, дорогие друзья, Аня и Леша, и Миша, и Женя, все, которые работают, не покладая рук с утра до вечера, чтобы эти трансляции были полноценными. Да, всем привет, дорогие друзья. Очень рада вместе с вами наблюдать и обозревать короткие программы наших женщин. Эмоции, конечно, от мужского катания еще захватывают и зашкаливают, но думаю, что девушки нас сейчас быстро переключат своим красивым катанием. Да, на более легкий какой-то ключ нас настроит, правда? Что-то более воздушное, более невесомое. Да, Алексей. Более, может быть, романтическое. Ну, правда, я соглашусь с Аней. Я понимаю, что для нас, ну для Ани буквально сравнительно недавно большой спорт был, ну так скажем, поставлен на определенную паузу, но для меня уже прошло и не один десяток лет. Но в любом случае я как ребенок переживаю за всех тех, кто выходит на лед. И правда, сегодня были такие эмоциональные качели у мужчин. Мы, правда, не ожидали, что вот так сложится последняя заключительная разминка, но сейчас нужно, конечно, переключиться на то, что происходит на лёд. Да. Но эмоции вот эти, их просто так не переключить. Потому что мы их всех любим и ценим. В первой группе участниц на этом турнире в короткой программе выступят Мария Мазур, ученица Евгения Плющенко, Дмитрия Михайлова, Сергея Алексеева из Академии Ангелы Плющенко. Она в чемпионате России еще не принимала участие, а на Гран-при в этом году была 7-й и 9-й. Пока что такой раскачки, но очень интересная спортсменка, которую, конечно же, будет очень нам всем приятно посмотреть. Она выступает на замене на этом чемпионате вместо Софьи Акатьевой, которая все-таки отказалась от выступления на таком ответственном старте. Вслед за Марией Мазур будет кататься Камила Нелюбова. Камила Нелюбова первая сегодня из девушек, кто исполнит тройной аксель. Вообще сегодня у нас 3 тройных акселя будет в короткой программе. У Нелюбовой, Елисовой и Хуснутдиновой. Именно они блеснут сегодня элементом Ультра-Си. Камила Нелюбова тренируется с Дарьей Гуреевой, Аделиной Сотниковой и олимпийской чемпионкой. Она также дебютант на чемпионате России. А дебютанток у нас 10 человек в этом сезоне на чемпионате. И тоже у нее 7-е и 5-е место на этапах Гран-при представляет Камила Краснодарский край. Мария Пулина, ученица Валентины Чеботаревой, будет выступать вслед за ней. Тоже дебютантка. Тоже не было призов на Гран-при, 6-8 место. Представляет она Санкт-Петербург. Будет, естественно, встречена особым образом здесь, на этих весьма доброжелательных и таких поддерживающих трибунах. Как они сегодня поддерживали всех. И Романа Савосина, и тех, у кого все получалось. А Марку Кондратюку трибуны начали аплодировать еще даже до того, как началась музыка в ритм. То есть все уже знали, что сейчас начнется ритм, и уже готовы были аплодировать. Вслед за ней Ева Зубкова, это ученица Евгения Рукавицына. Также в Санкт-Петербурге тренируется дебютантка, 5-е и 10-е место на этапах Гран-при. Мария Елисова тренируется вот у этой красавицы тренера Екатерины Моисеевой. Тренируется в Москве в школе Жука. Прекрасная там ведется работа. Тоже Маша дебютант, 4-е и 7-е место на этапах серии Гран-при.
И 6-я в завершении группа участниц, еще одна красавица с потрясающими программами, которые короткую ей поставила Татьяна Прокофьева. Тренируется Арина Кудлай у Александрины Дегтяревой и Кирилла Давыденко, тоже дебютантка. Тоже, к сожалению, на Гран-при не было мест даже близко к призовым, 7-е, 8-е, но вот всех этих девушек мы помним благодаря тому, какие они нам показывали программы, какое это было катание, как это все было разнообразно, творчески, интересно. Просто я очень рад, что сейчас они все собрались в одном месте. Да, про каждую есть что сказать, потому что все они нам очень запомнились на этапах Гран-при. И, конечно, безусловно, с особенным интересом мы ждем тройных акселей. Их будет целых 2 в короткой программе. В первой разминке от Камилы Нелюбовой и от Марии Елисовой. Да, это Но правда. осталось, собственно, все аккумулировать. Вы, кстати, знаете, и что выдать аксель — это максимум. первый вообще прыжок, который придумали? Мы-то знаем, Вася. Спасибо. А кто? Полсон. Правильно. В 1882 году. А вот это можно было опустить. На беговых коньках человек сделал первый аксель. Ну что ж, будем ждать и акселей тоже, но не одними акселями сегодня мы живы в этой короткой программе. Вот Мария Мазур выбрала для дебютного взрослого сезона игривый и женственный образ под знаменитый блюзовый хит, который также всем известен очень хорошо по фильму «Кто подставил кролика Роджера». Вот такое кокетливое настроение и пластика в катании ученицы Академии Ангелы Плющенко. You had plenty money, 1922. You wouldn't be wandering now from door to door. Why don't you do right like some other man do? Get out of here, get me some money too. Why don't you do right like some other man? Молодчина, Мария Мазур. Отличное выступление для начала этих соревнований. И слышно было, как Евгений Плющенко в завершении сказал «ап», чтобы не было переката. Да.
Все На мой следит. взгляд, мне очень симпатична эта спортсменка, но чуть-чуть вот именно сегодня было, на мой взгляд, сдержанное катание. Было. Соглашусь, да, то же самое наблюдение, что на... Вот и нечего сказать, справилась. Действительно, сегодня справилась. Уже все выдали. Оп. Да, интересное наблюдение заключается в том, что на этапах Гран-при, как мне показалось, Маша каталась более раскрепощенно, более эмоционально, и каждое движение с большей экспрессией она делала, потому что, ну, программа все-таки яркая. И вот свою программу она преподносила нам ярче, но при этом были ошибки на элементах. А здесь вот этот холодный настрой и, возможно, где-то сдержанность позволила ей чисто исполнить технически всю свою программу. И я уверена, что именно технически это был лучший прокат сезона. Да, эмоции сдержанные, но давайте не забывать, первый взрослый сезон. Маша вышла, да, на чемпионат России, главный старт, кульминация сезона. Она и, первая. возможно, здесь уместно было, да, вот это сдержанное немножко катание по эмоциям, потому что оно позволило с холодной головой исполнить все свои элементы. Тройной флип, двойной аксель, каскад луд-сту-луп, все вращения на 4-й уровень. Дорожка вот на 2-й, да, есть над чем еще вот скрупулезнее поработать, но в остальном вот это чистый прокат. Так что Я свои ратую плоды за это то, принесло. чтобы как раз немножко порой снижать этот эмоциональный градус, но компенсировать это снижение, наоборот, чисто исполненной программой. Да, Маша нам показала, что это у нее есть, и вторая оценка у нее тоже на очень хорошем уровне, и будем очень надеяться, что с опытом, который она будет приобретать, она будет находить вот этот баланс, чтобы у нее и техническая оценка всегда на высоком уровне была, и чтобы она могла весь свой потенциал раскрыть в своих прокатах. Потому Еще и что плюс ко здесь всему, вот он виден. она впрыгнула в последний момент в этот чемпионат. Да, вместо потому Софьи что- Акатьевой. То есть ее еще и, ну, за несколько дней было объявлено. Мария Мазур набирает 62,93 балла. Оценки на ваших экранах, и от них будем отталкиваться в нашем дальнейшем движении вперед. На лед приглашается Камила Нелюбова, Краснодарский А край. теперь ждем первый тройной аксель на сегодня от дебютантки чемпионата Камилы Нелюбова, которая тренируется у Дарьи Гуреевой и олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой. Она представляет на соревнованиях Краснодарский край, где и родилась. Ну а набор треков задает ритм. Трабл бум-бум. If they knew I was trouble, everywhere that I go, oh, it's a feeling down in my soul. Got a secret that nobody knows. I'm trouble. I could be the devil in disguise. Тройной аксель. Don't you see the fire in my eyes? Don't you know that I'm trouble? And if they knew I was trouble, everywhere that I go, oh, it's a feeling down in my soul. Got a secret that nobody knows. I'm trouble. Yeah. I'm gonna shoot you right down, right off of your feet. Boom, 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 boom. Bang, bang,
как раз, когда только все начиналось, были кадры Татьяны Анатольевны Тарасовой. Но не может гуру фигурного катания пропустить самый важный турнир сезона. Татьяна Анатольевна здесь, эмоции здесь, они зашкаливают. И сейчас я хочу поблагодарить за этот прокат Камилу Нелюбову, а еще Дарью Гурееву. Вот этот прекрасный коллектив, порой еще Аделина Сотникова. Вот это тройка отверженных. Но самое главное, это выливается в тройной аксель. Вот ради чего мы работаем. И как тебе тройной аксель? Идеально. Вот здесь Миша даже Каледа рядом со мной сидит, записал. Не, ну если Миша, идеально. то, конечно, да. Браво, браво Камиле сегодня, потому что буквально начало соревнований, первая разминка, и Камила выступает под вторым номером, и сразу мы видим сложнейший набор в короткой программе. Тройной аксель, каскад тройной луз, тройной тулуп, тройной флип во второй половине. А мне еще больше хочется похвалить Камилу, именно потому что мы видели, что это был не тот самый легкий прокат на одном дыхании, когда все само собой получалось. Мы видели, что волнение очень даже сказывалось, что порой из стороны в сторону ее так кидала на элементах. Давайте посмотрим. Конечно же, стартовый тройной аксель на ваших экранах. Чистейший, докрученный. Сразу видно. На него она шла с особой уверенностью. Мне кажется, и в глазах это читалось. Это когда, знаете, есть выражение без комментариев. Вот здесь просто, может даже не комментировать. Просто вот он был идеальный. Вот на каскаде мне показалось, что Луц абсолютно вначале пошла под этим ракурсом не так сильно видно. Был наклон в одну сторону, она себя выровняла. На тулупе чуть-чуть вперед наклон. Тоже спасла этот прыжок, вытащила. То есть было очень много энергии, и главное было ее правильно распределить на этот прокат. И Камила с этим справилась, с этим адреналином. Ну, конечно, главный старт сезона. Ну, обе девушки вот молодцы, что... Тройной флип, вот тоже мы видим, что на приземлении немножко корпус спереди, в зубец она уходит, да, то есть на Джоуи, на оценках, которые ставят судьи, надбавки, она чуть меньше получит, но тем не менее умничка, справилась сегодня. Молодцы, Ну и молодцы. слава богу, вот эта улыбка. Вот этого хочется. Вот это хочется наблюдать у каждой, у каждого. Улыбки — это самое главное, что есть на этом свете, да, Алексей? Еще любовь и доброта. Но элементы ультраси никто не отменял. Как хорошо, когда все складывается. Да. Как и в прокате Камилы. Опережает она Марию Мазур, причем на 6,5 баллов. На лед приглашается Мария Пулина, Санкт-Петербург. Минутка классической музыки в первой группе участников. Мария Пулина исполнит короткую программу под балет «Баядерка» Людвига Минкуса. Вообще-то это древняя индийская трагедия, но сама по себе программа довольно живенькая.
хочется в данный момент просто сказать, пожалуйста, не снижайте этот градус, этот накал. Продолжайте работать в этом же направлении, потому что уже третья девушка, третий прокат. Да, не идеален, но без очевидных срывов. А мне вообще складывается... обращаешься? Ко всем нашим слушателям и участникам турнира. Кто должен не снижать градус-то? Девушки? И зрители тоже. И зрители. Потому что от зрительской поддержки тоже очень многое зависит. Это и правда. у меня сложилось как отец двух дочек. У меня такое ощущение, что мы на отчетном концерте, потому что мы в течение всей осени наблюдали, как формировалась форма, как складывались программы, а сейчас уже отчетный концерт. И пока что он идет на браво. Да, поддержка здесь просто колоссальная. Девочки начинают свою программу и сразу же с первых секунд в такт музыки всех очень поддерживают зрители. И этот нерв, он чувствуется, нерв главного старта сезона, потому что иначе я, честно говоря, не знаю, как объяснить ошибку на двойном акселе. Давайте сейчас посмотрим. Безусловно, для Марии никакого труда не составляет исполнить этот элемент. Она словно даже с перебором сил пошла в этот элемент, слишком сильно закрутилась корпусом и не успела себя вовремя остановить. Но дальше взяла себя в руки, и вот каскад по сравнению с этапами Гран-при, где второй прыжок, именно с ним была проблема. У Маши очень высокий первый, и тяжелее от этого делать каскад. Но здесь было видно, что над каскадом поработали, форма Какой набрана. заход. Да, вот Интересный. то, что тоже нельзя не отметить, заход на флип. И как раз Очень вот сейчас мы впечатляет. видим повтор вот этого тройного прыжка, что мне безумно нравится у спортсменки, у Маши Пулиной, именно прыжки. Они громадные, они размашистые, как будто вот с такой уверенностью, что там даже нет ни капельки сомнения, что что-то пойдет не так. Очень красивый прыжок. Да, когда она исполняет прыжки чисто, они как раз очень высокие, пролетные, и это всегда очень впечатляет. Молодец, Мария. Потомственная спортсменка, дочка Теймураза Пулина. Все этот факт, безусловно, знают. Но вот эта спортивная злость, она, конечно, не на пустом месте появляется. Она набирает поменьше баллов, чем Мария Мазур. Пока на последней строчке. По компонентам, кстати, Машу обогнала. На лед приглашается Ева Зубкова, Санкт-Петербург. Самая юная одиночница чемпионата России Ева Зубкова на льду. В этом году спортсменка поменяла тренеров и выходит на взрослый лед под руководством Евгения Рукавицына. Программу под пение французской певицы Индила ей поставила Татьяна Прокофьева, известный питерский хореограф. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Et c'est mon tour, revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Dans ces douces souffrances dont j'ai payé toutes les offenses, écoute comment mon cœur est immense. Je suis un enfant du
Прекрасная Ева, как обидно. Она столько вдохнула воздуха вот этим своим скоростным абсолютно катанием, как понеслась по площадке, и казалось, что все будет абсолютно замечательно, потому что, ну, как она, например, на аксель заходила, как это все оригинально, как это все красиво, как все сложно и выглядело легко. Ну и что же это за Луц такой? Очень обидно, что технический прокат немного шел на спад с каждым прыжковым элементом, потому что каким вихрем неслась Ева с самых первых секунд программы. И действительно заход на двойной аксель поразил сразу же, потому что на огромной скорости и без потери этой скорости Ева и на коленках успела проезд сделать, и прыжок тоже без потери скорости сделать. И это очень впечатляет, когда настолько насыщенный заход, прыжок, выход из прыжка, но при этом это все через всю площадку и на огромной скорости. Давайте сейчас посмотрим этот старт программы и постараемся понять, что же дальше. Немного сбило Такой Еву с уверенной этого выглядела, пути. да, в начале программы? Да. Ну вот заход не показали, но перед этим на огромной скорости на колени был проезд. И смотрите, какой пролет на этом прыжке, какой выезд. Все без потери скорости. И вот сейчас уже на каскаде тройной флип, тройной тулуп мы видим, что уже он тяжело получился. Выезд с флипа уже не самый удобный. Поборолась за тулуп, но недокрут, мы его видим. И что на выезде она вот прям вытащила этот прыжок. И во второй половине, к сожалению, тройной Луц. Падение, которое явно и Еву выбило из колеи, посмотрите, да, и пыталась она как будто бы подняться, и немножко расклеилась она в этот момент, Да. но очень, опять же, поддержали ее очень зрители на трибунах, Зрители и в дорожке потрясающие. она уже снова воспряла и радовала нас своей прекрасной улыбкой. Вы знаете, мне тоже показалось, что не хватало, то есть мы знаем Еву немножко более такую заводную, более заводной. А вот сегодня немножко вот этого драйва какого-то внутреннего, может, не хватило самомотивации, может быть, нужно было как-то себя завести. Но, не знаю, является последствием как раз падения на Луце. Но, не знаю, в данный момент хочется просто поддержать спортсменку и сказать вновь ту информацию, которой она так владеет. Впереди произвольная программа. Светлая девочка абсолютно. И смотрите, в данный момент на экране какие-то мгновения, но мы увидели Дину Хуснудинову, которая разминается. 34 балла. На данный момент он занимает 4-е место. На последнем месте пока что Ева Зубкова сильно отстала. На лед приглашается Еще одна молодая исполнительница тройного акселя Мария Елисова. Очень интересные результаты рождаются в группе Екатерины Моисеевой. Эта ученица пока единственная на взрослом чемпионате, но все еще впереди. Образ воительницы из компьютерной игры Мария воплощает в хореографии Артема Федорченко. As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one that walked while they all played. And Умничка. Второй уже за сегодня тройной аксель. of all the things that you would change, but it was just a dream.
Молодчина Марии Елисова. Еще один тройной аксель и такая выверенная, четкая программа. Ань, скажи, пожалуйста, вот, может, это глупость, конечно, но вот такая насыщенная музыка, но есть там такой пустой кусок, куда по хореографии у нее именно попал каскад из тройного луца, тройного тулупа, и мне вообще-то стало вдруг сильно страшнее в этот момент за этот каскад. Это же чисто зрительское ощущение, когда спортсмен катается и вдруг такая тишина. Не страшнее прыгать? Ну, конечно, она множество раз катается под эту музыку и на тренировках, и она к этому уже привыкла, но это создает определенное такое ожидание этого каскада, накал эмоций, да, это тоже часть... Классная постановка Федорченко. Да, часть постановки, и мне очень понравился сегодняшний прокат. Вот Артем — это такое новое поколение, которое, возможно, и отталкивается от того, куда уже ушла вся музыкальная индустрия. Собственно, то, что ожидает зритель. Фишечка новая. Несмотря на то, что большинство судей и тренерского коллектива — это более взрослое поколение, но все равно вот эти новые тенденции, как раз если Федорченко, это как раз о новом восприятии реалий. Маша умничка. Давайте посмотрим сейчас на техническую часть. Стартовый тройной аксель. К нему были вопросы. Спорить не буду. К нему были вопросы, когда мы смотрели вживую, но вот как раз на повторе давайте еще крупно пересмотрим. Чисто ставит этот прыжок, хотя нам в моменте, да, показалось, что вопросы Мы с Мишей, к нему есть. вот, прямо перед нами, где есть специальная такая наклеечка на льду, и вот именно здесь, что на разминке, что во время старта, абсолютно параллельные отрывы, вернее, след на льду и, собственно, приземление. Но, слава богу, что здесь это не отражено в протоколе. Да, тройной аксель у нас вызвал вопросы во время проката, но здесь его ставят чисто. А вот каскад тройной луз, тройной тулуп я бы, конечно, пересмотрела, потому что наоборот. В прокате мне показалось, что очень уверенно она его Вот сделала. сейчас как раз повтор идет. Первый хороший, пролетный. Есть возможность перевести дух, подготовить корпус. Тройной тулуп, ну... Не знаю. Как бы на зубчик так приземлилась. Не на полоборота уж точно. Да, чуть-чуть мы удивились, как будто аксель в пользу спортсмена засчитали, а на каскаде наоборот решили прям вглядеться в этот зубец на приземлении. Удивительно, но, правда, изначально хотелось говорить не о технике, а о программе. Очень понравилось, как Маша ее откатала, очень много акцентов в этой программе, и на каждой из них были поставлены движения, которые очень размашисто сделала Маша, очень много работы корпусом на протяжении всей программы, не только дорожки шагов, да, каждые выходы из вращений, из прыжков. Всем привет. Все это было сделано, и от этого, конечно, программа более захватывающе смотрится. Для меня лично, я вижу, глядя на катание Марии, что здесь есть куда дальше развиваться, и как будто бы она вроде бы уже сейчас может, но немножко сдерживает себя. Всему свое время, уверена, что все придет. Это второе место с отставанием в 3,5 балла от Камилы Нелюбовой. Арина Кудлай, родом из Невинномысска, в искрящей программе актуализированных Юритмикс о мечтах и отношении других к тебе. Публика всегда очень хорошо принимает Арину. Тренеры Кирилл Давыденко и Александрина Дегтярева, хореограф Татьяна Прокофьева. Sweet dreams are made of this, and everybody's looking for something. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you.
Арина Кудлай. Еще одна программа очень достойная. Причем вот Арина уже как-то не по-юниорски насыщенную программу такую катала, взрослую женскую программу. Несмотря на то, что она современная, танцевальная и так далее. Мне очень понравилось. Арине хочется сказать спасибо не только за этот прокат сегодня, но и в целом за эту программу, потому что уже который старт, она очень радует нас своей короткой программой. И в каком бы городе она ни каталась, зал очень тепло реагирует, и она, правда, вот устраивает настоящий концерт на своей короткой программе. Сегодня, как мне показалось, вот эта вот минимальная ошибка на тройном флипе во второй половине чуть-чуть этот настрой сбила, потому что начинала она сразу, вот что мне нравится, да, очень многие раскрываются после последнего прыжка, и только тогда начинают программу свою демонстрировать. Арина же с первых нот это делает, сразу это видно и в глазах, и в отдаче. Но у нее еще так прыжки вплетены в хореографию, да, что очень как органично бы... это все смотрится, ну и как будто чуть-чуть флип. Мне кажется, что вот этот настрой сбил. Мне понравилась очень презентация. Я считаю, что это было абсолютно живое катание. Все понравилось, и даже понравился комментарий к тому, что не очень получилось короткой программы. Комментарий Ани Щербаковой. Ну зачем ты так? Зачем ты так сделала, правда? Ну зачем? Так Ну, все это, хорошо да, это очень складывалось. трогательно. Да, это было как раз на тройном флипе. Сейчас его посмотрим и попытаемся понять, ну зачем ты так? Ну потому что, правда, такой классный был прокат, и я в моменте немножко расстроилась. Вот как раз повтор этого тройного прыжка. Чуть-чуть, видите, Вот он. корпус занесло Хороший, назад. да, Хорош. прыжок, но чуть-чуть она из круга сразу же в него пошла и не совладала с этим. Как будто даже можно было и побороться, и вытащить его с чистым выездом. Да, обидно. И теряет спортсменка целый балл. А если бы это было сделано вообще идеально, то где-то... Ну, пару баллов она Пару теряет на этом прыжке и немножечко в презентации программы, я думаю. Дорожка шагов второго уровня, соответственно, есть куда расти, но это приходит с опытом и умением владением конька. Выглядят немного расстроенными. Да, растерянными, я бы даже растерянными, сказал. расстроенными. Ну, это как раз то, о чем я и в прокате говорила, что мне кажется, это было чуть-чуть видно, что сама Арина этой ошибки расстроилась. Может быть, мы бы и не придали этому значения, да, если бы Арина тоже... Из-за этих пары баллов она уступает Марии Мазур, находится на 4-м месте. Встречаем на льду участниц второй группы. Вероника Еметова, Москва. Елизавета Куликова, Москва. Анна Леженко, Ростовская область. Ксения Гущина, Санкт-Петербург. Софья Муравьева, Санкт-Петербург. Ксения Синицына, Москва. Разрешена разминка. Во второй группе участниц у нас уже не дебютантки, а девушки опытные, выступавшие на чемпионате России неоднократно с различными результатами. И в этом сезоне в том числе с призовыми местами на этапах Гран-при.
Да, вторая разминка уже, собственно, работает. Спортсмены на льду. Но я хотел бы сейчас озвучить тот посыл, который пришел буквально минут назад мне на телефон от олимпийского чемпиона Максима Маринина, который смотрит наши трансляции на Первом канале и пишет мне: Лех, ты даже не представляешь, какой нерв здесь, даже через экран чувствуется. Ну, у Маринина большой экран, конечно. Большой экран и большой опыт. Он понимает, что, собственно, то, что происходит, это и вызывает определенные эмоции. Ну и, собственно, это просто подтверждение того, что этот чемпионат России один из самых лучших. Ну, естественно, с каждым годом он обрастает какими-то новыми тенденциями, новыми организационными решениями. Это правда. Ну и, конечно, главные действующие лица — это те спортсмены, и они заставляют вот вызывать этот самый нерв. Да, это очень крутой турнир. Вторую группу участников открывают катание двух учениц Сергея Давыдова. На ваших экранах только что он был. Вероника Еметова, уралочка, ракета, будет кататься первой. Она в этом году на этапах Гран-при выиграла серебряную и бронзовую медаль. Ну а к Сергею Давыдову переехала в тренерский штаб весной 2025 года. То есть новые обстоятельства в ее жизни и новая работа проводятся с новым тренерским штабом. Елизавета Куликова, которая в этом году только с одной медалью в Красноярске, бронзу она получила в Магнитогорске, была лишь пятой. Она тренируется уже какое-то время с Сергеем и Александрой Кравцовой, которые были на ваших экранах, ну и с хореографом Викторией Бондаренко. Они работают. Родом Елизавета Куликова, в свою очередь, из Королева. Увлекается театром, и это всегда помогает ей делать постановки интересными, ну и интересно кататься. Анна Лишенко – это ученица Юлии Липницкой, олимпийской чемпионки. Вот она на ваших экранах. Ангела Плющенко. В Красноярске Аня была второй, в Омске шестой. Ну, она вот как раз на этом чемпионате России дебютант. Она родом из Ростова-на-Дону. Ну и теперь тренируется в «Ангелах». Ксения Гущина по прозвищу «Мисс Стабильность» от болельщиков. Да, тоже будет кататься с программой Артема Федорченко. И ее короткая просто прекрасна. Тренируется она у Кирилла Давыденко и Александрины Дегтяревой. Богатая история и у нее выступлений на чемпионате России, но, к сожалению, пока далеко было до призов. А вот на этапах Гран-при серебро и бронза у Ксении Гущиной в этом сезоне уже есть. Она родом из Перми и тренируется теперь в Москве. Ну а Софья Муравьева на ваших экранах. Тоже серьезный совершила ход в этом сезоне. Вот ее тренерский штаб был на ваших экранах. Причем Алексей Николаевич Мишин, за ним Егор Челушкин, справа Елизавета Токтамышева, еще правее Владислав Сизганов, слева супруга Алексея Николаевича Татьяна Мишина и Елизавета Евгеньевна Новиславская, хореограф этой группы, совершенно потрясающим образом, тоже работающая со всеми ними. Огромная команда, но мы же в Питере, это же их родной стадион. Им вот буквально из соседней двери выйти, и они уже на чемпионате России. Так в этом году у нас устроено. И вот Софья Муравьева теперь работает у Алексея Николаевича. И, конечно же, серьезные изменения во всем. И в постановках, и в схеме подготовки. Ну, смена такого тренерского штаба – это, конечно, очень серьезный шаг. И в завершении группы участников Ксения Синицына, болельщики называют ее принцесса, самая нежная, Ксюша. Ученица Светланы Пановой, Татьяны Моисеевой, Марины Касумовой. Она была бронзовым призером чемпионата России в 2024 году. Ну, в этом сезоне пока что без призов. 7-я в Магнитогорске, 4-я в Москве. И что же у нас
по настроению. Я вот удивился, когда мы с Женей Медведевой и с Мишей Калидой обсуждали разминки, они прям вот так вот чувствовали настроение, что происходит, где нерв как проскакивает. Вы тоже так умеете? Конечно, это чувствуется, и напряжение чувствуется. И сегодня, мне кажется, что по девушкам, по всем видно, что все волнуются, даже те, кто на тренировках не ошибались, где-то могут допустить какие-то неожиданные ошибки. Те, кто на тренировках, наоборот, с утра ошибались, сейчас видно, что фокус настроен на максимум, и вообще в каждом элементе стараются это исправить. Видели мы, что пока здесь разминается вторая разминка, третья разминка уже в зале готовится к выходу на лед, так что нерв, он витает здесь везде, и по коридорам, и в разминочных залах, в раздевалках, на льду. Он ощущается везде, и это, конечно, особенно придает вот этому турниру волнение, предвкушение. На лед приглашается Вероника Еметова, Москва. Две ученицы отличного тренера Сергея Давыдова открывают вторую группу участниц. Первой катается уралочка Вероника Еметова. В межсезонье совершила судьбоносный переезд из Екатеринбурга в Москву. Решительная девушка, и программы у нее суровые. Сейчас в короткой рок-баллада «Дом восходящего солнца». There is a house in New Orleans they call the rising sun, and it's been a ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. My mother was a tailor. She stole my new blue jeans. My father was a Camden man, way down in New Orleans. Oh, mother, tell your children not to do what I have done. Spend your life in some misery in the house of the rising sun. Круто! А? Как же здорово! И продолжая тему настроения, можно, конечно, пытаться дать оценку тому иному спортсмену, который находится во время 6-минутной разминки, попробовать предугадать, в каком настроении он сейчас пребывает. Но я очень подвержен своему внутреннему состоянию. А сейчас весь вечер я на подъеме. И я хочу передать вот свою энергетику внутреннюю и заряд вот этого оптимизма всем тем, кто выходит на лед. И, возможно, Вероника чуть-чуть уловила этот заряд, потому что, прям браво, обнимашки и только слова благодарности.
Уж не знаю, от кого, Вероника, от тебя или нет, уловила эти эмоции, но мне кажется, что сегодня, ну, вы только посмотрите, какие эмоции сама Вероника после проката испытывала. Мне кажется, что это даже и слезы радости были в моменте. И я вот вижу, почему это, потому что для меня это выступление было на голову выше того, что она показывала на этапах Гран-при. Кажется, что это нюансы, буквально доработанный каскад. И, кстати, давайте на него посмотрим, потому что каждый старт мы, можно сказать, жаловались на то, что какие-то проблемы есть с этим стартовым лупом. И правильно, что мы его разбирали во время тренировок. Да, и Вероника сама сказала, что с тренерским штабом они очень много работали именно над чистотой, над качеством исполнения этого прыжка, но улучшился далеко не только первый элемент. Дальше абсолютно все безукоризненно сделано, все на 4-й уровень, нельзя не отметить. Кроме дорожки шагов. Да, да, к сожалению, все-таки дорожка на 3-й. Пересмотрели ее. Да. Но, тем не менее, то, как в дорожке, какая была энергия, каждое движение, ну и сколько, фирменный элемент, да. Сегодня Вероника каталась вот с тем настроением, которое мы от нее ждем. Мне кажется, что на этапах все-таки этого не хватало, а сегодня вот все заиграло и все сошлось в этом прокате. Как предыдущие сезоны, когда прям вместе с ней хотелось радоваться после того или иного выступления, сегодня точно такое же состояние. Да, и это чувствовалось и в прокате, и, конечно, после мы по самой Веронике видим, что у нее этот прокат точно такие же эмоции вызвал. Посмотрите, какая радость, счастье. Это непередаваемые эмоции. И самое главное, заслуженные поправки. Да, абсолютно точно. Счастливая Всем привет. Вероника. Желаем такого же куража, таких же эмоций, таких же прокатов завтра в произвольной программе. Всем Дагару привет. Говорила она в интервью, что ей нравится катать что-то мощное, энергичное, потому что она обожает выплескивать эмоции. И вот сегодня они выплеснуты на 100%. Отлично. Она лидер. На лед приглашается Елизавета Куликова. Призер красноярского турнира Гран-при Елизавета Куликова. Увлеченный творец, обожает театр, занимается в театральной студии. Может быть, поэтому чувствует себя так свободно, раскованно в этой абсолютно хрустальной программе на музыку сибирского композитора Ильи Бешевли. «Ночной лес» волнует, но привлекает.
И в продолжение просто хочется сказать «Вау!». Я очень подвержен самому первому впечатлению. А оно мне подсказывает, что это было, во-первых, все кристально чисто выполнено. Мы, конечно, посмотрим на разбор судей и на определенные уровни. Но что касается прыжкового контента, все идеально. Но это было настолько грациозно, утонченно. Так прям звонко, вот прям Ой. чистота такая, да. Абсолютно дышать не хотелось и следить за каждым жестом, каждым взглядом Лизы в этой короткой программе, и насколько она органично вплела туда все элементы и абсолютно не показывала, что вот сейчас она настраивается на каскад, на сольный прыжок, исполняет вращение. Нет, не было видно концентрации на ее лице. Было полное погружение в образ, в программу. Посмотрите эти взгляды, сколько разных настроений она показала в каждом взгляде, где-то в улыбке. Очень зацепил этот прокат. Ну и, конечно, по элементам все чисто. Тройной луз, тройной тулуп, очень уверенно исполнен. Затем двойной аксель. Все с руками наверх, все прыжки. Но вот здесь каждое движение – это как будто новая буква. Новое предложение, новое повествование. И, собственно, то, с чего и начался прокат короткой программы. Прям как будто она руками вот показывала, что вот пошла история. И эта история действительно завершена. И она была настолько многогранна в этой программе, да, то есть она не передавала нам какое-то одно настроение, она была абсолютно разной. И вот состояние своей души полностью передавала. Нас это зацепило. Художник на льду, вот как Да, она показывала да. вначале, художник. Почти как Панин Коломенкин, который рисовал на льду, но он рисовал только коньками, без музыки. Ну, я бы согласился, если бы это было так, потому что все-таки он олимпийский чемпион. Будет работать, развиваться дальше. Лизе 17 лет. Я помню ее по выступлениям, когда она еще тренировалась в группе Светланы Соколовской, но самое главное, нашли они этот союз с тренером Сергеем Давыдовым, ну и, собственно, посмотрите, хорошие баллы и улыбки. Да, совсем чуть-чуть проигрывает она Камиле Нелюбовой. И, кстати, по компонентам она проигрывает только Еметовой. Приглашается Анна Лешенко, Ростовская область. Очередная дебютантка. Чемпионат России на льду, всего их 10 в списке. И все прекрасны, и Анна Лешенко прекрасна. Ее программа на самую движушную музыку из цикла «Де Солей» абсолютно соответствует цирковой тематике. Ритм, ловкость, стиль. Их творчество с олимпийской чемпионкой Юлией Липницкой наполнено креативом и духом молодости.
Браво! Слушайте, а я только сейчас подумал о том, что в этой арене в данный момент 3 олимпийские чемпионки находятся. Так. Это вот Алина Загитова на ваших экранах, Юлия Липницкая вновь на ваших экранах и, конечно же, Аня Щербакова. Это то, к чему все девушки, выходя на этот лед, сегодня и стремятся. У меня есть краткий комментарий по поводу того, что я увидел. На мой взгляд, Анечка сегодня это как прям невесомое перышко, но во время какого-то урагана. Не просто это перышко спокойно движется по направлению к земле, а именно кидает ее из стороны в сторону. Это в хорошем смысле, потому что это какая-то заводная игрушка, какая-то вот прям вот это перышко, ну прям, ну оно в движении, в А вечном. мне показалось, что сегодня это перышко управляло этим ураганом, потому что Аня взяла все в свои руки, и как раз-таки она создавала этот ураган вокруг себя своим катанием. И мне вот даже немножко поспорю, казалось, что вообще ее ничуть не кидает, она сама управляет всем на арене. Каждым, вообще, не знаю, каждым зрителем как будто тоже управляет в этот момент. То есть Самое она держала главное, под контролем все. Данные остаются. Перышко и ураган. Это смесь, это вот такие прям эмоциональные качели. Но все в положительном ключе. Это точно. Это было невероятное выступление. Тоже не устану восхищаться и этой постановкой, и именно тем, как Аня эту постановку демонстрирует на льду, потому что мне сложно представить, кто еще смог бы выкатать такого уровня сложную хореографию в дорожке шагов, где каждый минимальный акцент расставлен движениями и рук, и корпуса, и сложными подпрыжками акробатическими. И она держит этот ритм. И действительно впечатляет ее катание. Во второй половине программы «Тройной тулуп» находит неясное ребро. По мне все было ясно. При замедленном повторе достаточно четко было, что это было ребро наружнее. Ну и вот заключительная поза, конечно, очень большой потенциал у спортсменки. Ну и, собственно, есть к чему Всем стремиться. привет. Спасибо Конечно же, большое только вперед к штабу, Олимпиадам. бабушкам, дедушкам, всем родственникам, всем привет. И спасибо большое тем, кто помогает с моей экипировкой. Ну, спасибо всем добрым людям. И спасибо Ане за сегодняшний Конечно. прокат. В первую очередь. И за свой невероятно четкий прокат, в котором, ну, буквально как часы она отработала все идеально намеченное. Она получает 67 баллов и уступает Елизавете Куликовой 1,5 балла. Давай, спокойнее. Короткая программа Ксении Гущиной в постановке Артема Федорченко настолько проработана в плане образа, настолько театрально, что создается ощущение, будто эта танцовщица случайно отбилась от другого вида, избавившись от назойливого партнера. Но есть одно «но» — прыжки. Нет, все-таки она одиночница, сомнений быть не может. И классная при том. Призер этапов Гран-при в Магнитогорске и Москве. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 7, and 8, and 1, 2, and 3, 4, and 5, 6, and 7, 8, and 2, and 3, and 4, 6, 7, 8, and 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and 6, and 7, and 8, and 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and 6, and 7, and 8. How about a few laughs? I can show you a good time. Do you wanna have fun? Fun, fun. How's about a few fun laughs? Fun laughs, fun laughs. I can show you laughs. Fun laughs, good time. Fun laughs, good time. Fun laughs, good time. What do you say to us? How's about a laugh? I could give you some. Are you ready for some fun? How would you like a? Let me show you a good time. Hey, big spender. Hey, big spender. A little time with me. Fun laughs, good time. How's
is about it, pal Z. Yeah. You've been hit by. You've been struck by a smooth criminal. A 1, 2, 3, 4. So they came into the outway. It was a Sunday with a black day. Mouth-to-mouth resuscitation, sounding heartbeats, intimidation. Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Won't you tell us that you're okay? So you ran into the bedroom, you were shut down. It was your doom. You've been hit by, you've been struck by a smooth. Здесь играло все. И вы знаете, я поймался на мысли, что здесь, смотрите, to have fun, fun был, радость была, да, smooth, такое тягучее катание, и такой criminal, то есть она была на грани, но она все-таки победила, то есть играючи с нами, но она добилась желаемого. Это чистый прокат и, конечно же, эмоции. Очень мне нравится, с каким настроением катает эту программу Ксюша Гущина. Сегодня официальный действительно всё партнер было. Федерации фигурного катания России на коньках ТЭП-банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, ТЭП-банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Ну что, возвращаясь к выступлению спортсменки, вот сегодня такое ощущение, что и Вероника Еметова, что Ксения Гущина, вот они сработали как бы в плюс. Не нейтрально, а прям очень сильно добавили именно во время проката. Да, это было именно так, и Ксюша добавила даже по сравнению с тренировками, которые мы здесь тоже наблюдали, потому что волнение на ней прям сказывалось. И каскад на тренировке был не самым удачным образом выполнен, но нам удалось пообщаться с Ксюшей, и она сама говорила, что волнение именно на ней сказывается, что нужно ей на тренировках немножко почувствовать лед, уверенность в себе, психологически настроиться. И очень радостно, что сегодня ей это удалось, потому что прокат был классный, зажигательный, с настроением. Она действительно танцевала, а не просто катала свою программу. И по элементам тоже никаких вопросов не возникает. Когда Ксюша прыгает чисто, то там сразу видно, что это докручено, это надежно. И сегодня все именно так было выполнено. Она, знаете, даже она не просто выполняла набор каких-то определенных элементов, а она проживала каждый элемент. Это был танец, это было представление, которое нам удалось здесь увидеть. Но настолько были здорово вплетены эти элементы в танец, что хореография ощущалась даже на выезде из элементов. То есть всегда все было доработано не только до момента прыжка, но и после прыжка. Это прям 0 пустых мест. Абсолютно насыщенная на 100% или даже на 200 программа. Молодцы, огромные молодцы. У меня флешбеки с тренировки. По элементам Ксения Гущина набирает поменьше, чем Камила Нелюбова. И чуть меньше, чем Вероника Еметова, но по компонентам она впереди, и эта оценка вытаскивает ее в том числе на первое место. В России ощущается ли он по-другому? Есть ли у вас у самой понимание того, что вы чуть спокойнее, чем в прошлом году? Уже опыт за плечами, он помогает? Да, для меня это второй. Мне легче в этом году намного, но вот в начале программы, говорю опять, достаточно спокойно ехала, потом стала волноваться. Но по сравнению с первым чемпионатом России, конечно, я ощущаю огромную разницу. Я уже знаю, в принципе, как все будет, и волнение не присутствует.
Буду стараться завтра показать еще более уверенное катание. Вы в Омске на этапе Гран-при после классного выполнения программы сказали, что еще хотелось бы в презентации добавить. Велась ли в этом направлении работа и вообще как выглядит тренировка презентации программы? Да, велась над этим работа. Мы старались в основном накатывать программу целиковыми прокатами, больше, наверное. Старались делать акцент на заходы на прыжки, на том, чтобы на вращениях получать высокие уровни и высокие GE. Но вот сегодня не получилось. Последнее вращение у меня запланировано на 3-й уровень. А вот первое вращение я там немного вздрогнула, и оно тоже получилось на 3-й уровень. Значит, буду больше работать. Кратенько, если сформулировать, какая задача на произвольную программу? Конкретные прыжки исполнить, опять же, презентация. Как вы видите свою задачу? Задача откататься чисто, уверенно. Все прыжки, которые стоят, конечно, нужно исполнить. Я их умею делать. Постараться, я в этом сезоне еще не катала произвольную чисто, постараться прокатать чисто завтра. Желаю вам завтра чистого проката и не теряйте этот задор. Спасибо большое. Также у нас есть комментарий от Вероники Еметовой, которая очень успешно исполнила свою короткую программу и открывала вторую разминку девушек. Вся техническая составляющая была у нее в зеленой зоне, все на плюсиках. Спокойно вышла, показала свой лучший результат. И давайте послушаем ее эмоции от проката. Вероника, я вас поздравляю с очень крутым, классным прокатом. Вы знаете, я голосовал за то, чтобы девочки, если плакали, плакали только от радости. Сегодня, по-моему, слезы пробивались после программы. Поэтому расскажите об этих впечатлениях и о чем думали в эти моменты. Во-первых, хочу сказать, что у меня сейчас невероятные какие-то смешанные эмоции. Хочется и радоваться, и плакать. Ну, плакать, конечно, от счастья. Очень ждала я этого от себя, этого проката чистого, прям хотелось на максимальном выложиться. И я думаю, сегодня у меня это даже получилось даже чуть больше, чем я хотела сделать. А какими словами эту эмоцию можно описать? Словами «ну, наконец-то», либо словами «Господи, как вовремя». То есть что это за выдох такой? Мне кажется, это, конечно, наконец-то и в нужный момент. То есть, конечно, хотелось бы с самого начала сезона показывать такие же чистые хорошие прокаты. Но именно здесь, в Санкт-Петербурге, получился такой шедевральный прокат, я бы так сказала, от себя. Но еще ждет произвольная программа, поэтому пока сильно не радуюсь. Это и есть настоящий профессионализм, прийти к нужному результату и к нужному прокату в самый ответственный момент. Но, тем не менее, мы все понимаем, что этот результат – это колоссальный труд и подготовка. Как она проходила, что-то меняли вы, может быть? После последнего моего этапа Гран-при в Москве у меня было несколько выходных, а потом начали плотную подготовку прям именно к чемпионату России. Это очень много катали программ. То есть работали над прыжками, над скольжением, над вращениями, чтобы прийти к такому результату. Я думаю, что эти труды были не напрасны, и сейчас самое время это показать. Я вам желаю сохранить этот задор, чтобы труды мы увидели ваши и в произвольной программе. Спасибо. Конечно, мы тоже ждем произвольные программы, но пока у нас еще соревнования не закончились, и совсем скоро на лед выйдет заключительная группа, где будет очень интересно. Возвращаясь к Веронике Еметовой. Жень, в начале этого сезона Вероника поменяла тренерский штаб. Она переехала из родного города, из Екатеринбурга в Москву, полностью сменила не только тренерский штаб, но и свой быт, потому что когда ты живешь дома, у тебя под боком друзья, родители, которые тебе заботятся, поддерживают. Здесь полная перезагрузка. Уехала в большой город, в мегаполис, в такую крутую школу, как имени Жука, уже к именитому тренеру, к Сергею Давыдову. И как будто бы сезон начинался очень скомканно. И всегда же возникают мысли, а правильно ли я сделал, а правильно ли я поступил, что сменил тренерский штаб. Но вот теперь на чемпионате России Вероника говорит, что в нужное время, в нужном месте, и даже называет свой прокат ни много ни мало шедевральным. Как ты думаешь, сложно вот это
переход, не сам переход осуществить, а новую тренерскую руку почувствовать, вот этот темп работы, изменения в подходе к подготовке, насколько это сложно и как надолго это может затянуться у спортсмена? Я не то что думаю, я знаю, у меня у самой был такой период в жизни, тоже абсолютно кардинально меняла и свой подход к своей спортивной карьере, и быт, и тренеры совсем другие, постановки другие. Конечно, это неудивительно, что у Вероники начало сезона получилось, как ты сказал, скомканным, потому что все равно организм, психика находится в состоянии стресса, и даже в таком состоянии Вероника все равно смогла спрогрессировать, все равно смогла выйти сегодня и показать свой максимум. Здорово, что она довольна, это на самом деле самое главное и самая большая награда для спортсмена, и доказательство правильности выбора — это чистый, уверенный прокат. Сегодня он 100% был, главное, чтобы этот прокат добавил ей еще уверенности в произвольной программе, и вот там как раз-таки будет все решаться, и после произвольной программы мы сможем сделать какие-то выводы. Ну а также во второй группе нас очень порадовала Ксения Гущина. Да, она промежуточный лидер и тоже в свое время покинула свой родной город, и мой родной город Пермь, и переехала в Санкт-Петербург, прекрасный тренерский штаб Кирилла Анатольевича Давиденко. И здесь уже много-много лет тренируется и очень классно выступает. Прошлый сезон круто вообще чисто весь провела. В этом сезоне был небольшой сбой на одном из этапов Гран-при, но тем не менее как будто бы абсолютно обновленная она в этом сезоне, сделала стильные очень программы вместе с Артемом Федорченко, про которого много может рассказать Евгения Медведева, потому что это ее хороший друг. Вот. Ну, давайте послушаем, что сама Ксения сказала о том, как для нее прошел этот день. Ксения, вы большая умничка, я вас поздравляю с ярким, великолепным прокатом. Мы недавно видели в Минске ваше очень качественное выступление, тут еще лучше получилось, поэтому перед тем, как говорите непосредственно об исполнении программы, расскажите, как готовились эту неделю, чтобы удержать эту классную форму. Спасибо за поздравления. Ну да, мы решили съездить в Минск на соревнования. Для меня это послужило такой подготовкой к чемпионату России, проверить себя, свои нервы. Вот, там получилось достаточно неплохие выступления. И сейчас все по плану проработали и показали здесь. Что вам самой в вашем выступлении сегодня понравилось больше всего и на что пытались сделать акценты? Ну, мы по ходу всего сезона пытаемся работать над компонентами, над скольжением, чтобы улучшить, потому что прыжки есть достаточно стабильные, и хотелось бы подтянуть, конечно, вращение и дорожки. Вот. На сейчас вращение получилось достаточно неплохо, дорожка не совсем то, чего я ожидала. Вы знаете, при наличии такой колоссальной конкуренции, которая в нас в женском одиночном катании, если любого спортсмена спросить, какие задачи можно поставить на чемпионат, то обычно спортсмены отвечают: главное сделать свое. Вот свое для Ксении Гущиной — это что? Это чистые прокаты, сделать все, что я умею, и покайфовать. Как вам, как зал вас встретил? Зал встретил очень тепло, мне очень приятно, слова поддержки невероятные. Желаем вам держать форму, спокойствия и чистого проката. Спасибо большое. Как приятно наблюдать за положительными эмоциями спортсменов, когда они выходят со своих прокатов. Это вот правда, лучше ничего нет. Но у нас впереди самое интересное, сильнейшая разминка женщин, а это как топится лед, когда они начинают разминаться и прокатывать. Максим, вот твои ожидания? Ну, мои ожидания, прежде всего, как-то называть женщинами мне не нравится. Я вот девушками буду их называть. Можно, с твоего позволения? Да, совсем скоро девушки выйдут на этот лед, сильнейшей разминки. И здесь, наверное, нужно выделить Анну Фролову. Почему? Потому что это единственная фигуристка, которая не выполняет в своих программах элементы ультра-си, но зато катается просто бесподобно. Настоящая богиня этого льда. Тем более тоже тренируется в Санкт-Петербурге. Переехала из Москвы пару лет назад. И вот вместе с Евгением Рукавицыным продолжает покорять лед по всей нашей стране и сердца болельщиков. Мария Захарова владеет четверным тулупом. В этом сезоне вернулась, 2 сезона практически пропустила из-за травм и уже нас удивила на этапах серии Гран-при четверными тулупами. Вернулась зато как?
с такими хорошими результатами, со стабильными прокатами, с прекрасными ультра-си. И я могу сказать, что Мария Захарова — это одно из открытий сезона. Да, но поясним, что в короткой программе четверные прыжки девушки прыгать не могут, но могут прыгать тройной аксель. Как раз в этой разминке есть такие спортсменки. Мы следили очень внимательно и за тренировками с Евгенией и видели, что Аделия Петросян очень удачно выполняла тройной аксель здесь, в Санкт-Петербурге, на тренировках. Посмотрим, включила ли она его сегодня со своим тренерским штабом в свою короткую программу. Ну и, конечно, Дина Хуснутдинова, тоже открытие этого сезона. Тоже за ней было очень круто наблюдать в течение серии Гран-при. Очень стабильное катание. В родной Казани выиграла турнир Гран-при России, именно казанский свой, домашний, в нем победила. Ну и про Алису Двоеглазову, что скажешь? Тоже четверных мы здесь не ждем, но в произвольной точно это увидим. Но не только про Алису Двоеглазову хочется сказать, но также про Дарью Садкову, которая выиграла этап Гран-при России в Омске достаточно уверенно. Это две представительницы тренерского штаба Этери Георгиевна Тутберидзе, и от них тоже самые-самые высокие ожидания. Ну а сейчас начинается самое интересное. Встречаем на льду участниц третьей группы. Мария Захарова, Москва. Анна Фролова, Санкт-Петербург. Аделия Петросян, Москва. Дарья Садкова, Москва. Дина Хуснутдинова, Республика Татарстан. Алиса Двоеглазова, Москва. Разрешена разминка. Вот и она. Финальная группа участниц. 6 невероятных красавиц и потрясающих спортсменок, которые сегодня нам в завершении дня покажут свои короткие программы на чемпионате России по фигурному катанию. Сильнейшая разминка, накал страстей только растет, девочки не сбавляют оборотов, и, конечно, мы сейчас волнуемся точно так же, как и все присутствующие в этой сильнейшей разминке. Девочки, которые владеют сложнейшими элементами ультра-си. В короткой программе, конечно, это может быть только тройной аксель, на который собирается пойти Дина Хуснутдинова и Аделия Петросян, судя по тренировкам. Но, конечно, за утренней тренировкой смотреть, мы видели, что в произвольной программе такая борьба будет. Трудно себе представить. 3 дебютантки у нас на этом, в этой группе участниц и 3 опытные спортсменки. Но, например, Мария Захарова уже давным-давно могла быть не дебютанткой, да, но пропустила, к сожалению, сезоны из-за серьезной травмы. И теперь возвращается на лед в таком блестящем стиле вслед за Марией Захаровой, которая будет кататься первой. Выступит Анна Фролова. У Анны Фроловой болельщики просто называют ее богиня, и все, без каких-либо там обиняков.
божественно точно можно назвать и стиль ее катания. Правда, она слышит музыку и как никто умеет управлять своим телом так, чтобы любое движение корпусом соответствовало тому, что звучит у тебя в ушах. Да, абсолютно. Очень фигуристка, конечно, мощная в плане представления программы, тем, как она завораживает аудиторию. Впрочем, практически все участницы у нас на чемпионате России таковы с самой первой группы, с самого первого выступления. Все держат нас за грудки. Вслед за Анной Фроловой будет кататься Аделия Петросян. Ну, этот статус участницы Олимпийских игр, конечно, это притча во языцах. И невозможно это не упомянуть, но и в то же время, да, мы рассматриваем Аделию со всех сторон как спортсменку, а не только как участницу игр. Да, это серьезное испытание в начале следующего года, но любим-то мы ее не за это, а за все то, как Аделия вкладывает в фигурное катание и, будучи такой хрупкой малышкой, выдает такие потрясающие программы и является таким невероятнейшим бойцом. Вслед за ней Дарья Садкова выступит. Спортсменка, которая в прошлом году получила серебряную медаль на чемпионате России. То есть Аделия, затем Дарья одна за другой выступает. Прошлогодние триумфаторы этого чемпионата. В этом году Дарья выиграла один из этапов в Омске. И, конечно же, короткая программа ее — это абсолютнейший праздник. На ваших экранах тренерский штаб Тутберидзе, Дудаков, Глихенгаус. И это те люди, которые вообще практически всей этой разминкой руководят сейчас. Но я бы хотел еще сравнить, провести сравнение. Мы только что, да, сделали акцент на группе Этери Георгиевны Тутберидзе, и Дудаков здесь, и Глихенгаус здесь. Но четыре прекрасных девушки на льду, как раз ученицы этой группы. Но в сравнении идет сразу воспоминание Соня Муравьева, и прям, по-моему, 5 человек было за бортиком. У каждого разные подходы, да, но вот здесь отдать должное, что... 6, по-моему, или 6 человек было. Но вот здесь 3 педагога и 4 прекраснейшие ученицы на льду. Да, интересное наблюдение. Затем будет кататься Дина Хуснутдинова. Девушка абсолютно такая легкая, изящная, ну, в каком-то своем неповторимом стиле она катается, представляет свои программы. Стабильностью исполняет тройные аксели. Мы это видели и на тренировках, где она несколько десятков раз за тренировку могла исполнить чисто этот прыжок. И вот сейчас на разминке уже трижды спокойно, чисто исполнила этот элемент. Молодчина, просто молодчина. Но не отстает, кстати, и Аделия Петросян, тоже чистый абсолютно тройной аксель. Татьяна Анатольевна на ваших экранах. Помаши ей в ответ. Любим вас, Татьяна Анатольевна. Да, Татьяна Анатольевна всегда с нами. И завершать короткие программы будет Алиса Двоеглазова. Алиса еще одна спортсменка, 17-летняя. Ее сообщество болельщиков называется «Алисята». Да. А я смотрю, что этот сезон прошел для тебя не бесследно, вернее, текущий сезон. Ты уже начал понимать, да, ты подписался на абсолютно все форумы. Теперь с любыми новостями, друзья, к Васе Соловьеву. Да, у меня уже брелок пчелки есть. Ой, какая прелесть. Ой, Алиса. На ваших глазах сейчас в России Антон Сихрулидзе, президент Федерации фигурного катания на коньках нашей великой страны, и Александр Коган, и заместитель президента. Ну и, собственно, от этих двух человек зависит на то, насколько круто. И обычно это правда. Бывает очень круто. Мария Захарова, Москва. Мария Захарова катается первой, настраивает ее на катание мама и тренер Анна Царева.
Давно она должна была уже выступать на чемпионате России, но помешала травма. Сейчас она делает тройную работу. Выходит на взрослый уровень, возвращает форму после травмы, возвращает четверные после травмы и пубертатного периода, что является отдельной задачей. И все это под легкую музыку, feeling good, с улыбкой и удовольствием. Такой спорт. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. Rivers running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling, and I'm feeling, and I'm feeling good. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Da 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 da. Day is gone, that's what I mean. And this old world is a new world, and that old world for me. And I'm feeling, and I'm feeling, and I'm feeling good. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Я влюбляюсь каждый раз, ну, Алексей, в фигурное катание. Потому что когда такие, как Маша Захарова на льду, причем для меня она сегодня не каталась, она прямо пела, танцевала. Хорошие, высокие пролетные прыжки. Все как по маслу было, без сучка и задоринки. А она правда сегодня пела, когда каталась. Платежная система «Мир» традиционно поддерживает развитие российского спорта и является постоянным партнером Федерации фигурного катания на коньках России. Хотелось бы заметить, как на всех по-разному влияет волнение во время соревнований. Кто-то становится от него увереннее, кто-то теряет, да, свою уверенность, которая на тренировках присутствует. У Маши, мне кажется, прокаты на этом волнении становятся намного эмоциональнее. Она ярче демонстрирует свою программу, но прям видно, как в течение своей программы она борется с тем, что ее немножко кидает из стороны в сторону. Это чувствуется и в прыжках, и в шагах. И вот сегодня, да, эта борьба была, но она закончилась положительно, определенно, потому что и на акселе мы видим, что чуть-чуть вроде вылетела, может быть, не идеально, но сделала. Затем был исполнен тройной флип. Я просто, можно, чуть-чуть добавлю. Знаете, когда качает, как ты говоришь, но у некоторых не получается в конце, а здесь настолько существует запас прочности, что, в принципе, любое маленькое даже покачивание не ухудшает результат.
Да, это вот мы нюансы видим того, как проходила программа, и об этом говорим, но если смотреть на финальную картинку, то финально Маша справилась сегодня со всеми элементами, и технически это практически максимум того, что она могла показать на сегодняшний день. Двойной аксель, тройной флип, каскад, тройной луз, тройной тулуп, все вращения на 4-й уровень сделаны, дорожка на 3-й, то есть это практически максимум. И это при том, что волнение было, и она вот настолько смогла управлять им в течение программы. Ну а насколько эта программа эмоционально ей подходит, об этом, мне кажется, даже говорить не стоит. Уверена, что вы все это увидели. Ну вот сейчас хотелось бы обратить ваше внимание, сама Елена Водорезова прилетела в Санкт-Петербург для того, чтобы поддержать и Анну Цареву, и Машу Захарову. Так что благодарим такую легенду за то, что составляет участие и принимает участие в этом тренировочном процессе. Но я правда влюбляюсь в таких, как Маша, должно быть больше. Она первая опережает на полбалла Ксению Гущину, хотя чуть-чуть уступила в компонентах. На лед приглашается Анна Фролова, Санкт-Петербург. Своей бабушке, которой уж, к сожалению, нет, посвящает эту программу Анна Фролова. «Любовь, похожая на сон» в исполнении Мариам Мерабовой. Все самое теплое, сокровенное, настоящее она вложила в эту постановку, которую вынашивала довольно долго. Постановка Валентина Молотова, хореографа группы Евгения Рукавицына. Я в глаза твои, как в зеркало смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб ты лишь гостем был в сумраке ночей и в судьбе моей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз. Словно солнца в мире не было до нас. От забот и мелких ссор ты меня увел, и ключи от счастья для меня нашел, для меня нашел. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальный перезвон. Твое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю: любовь, похожая на сон. Счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Вот мое мнение, что вот это пример того, каким должно быть именно женское одиночное катание. Стоя аплодирую, это невероятно, это больше, чем слова.
каждый раз я удивляюсь. Я понимаю, нет ультра-си, нет этих тройных акселей, четверных прыжков. Но это божество, это правда сон. И как тонко поется в этой песне, что любовь похожая на сон. Фигурное катание, которое продемонстрировала Анна Фролова. Действительно то катание, которое похоже на сон. Но, к сожалению, по законам сна не кончится этот сон никогда. И я правда не хочу просыпаться. Я хочу видеть вот такое женское одиночное катание. Спасибо. Держите, а то упаду. Да, мы буквально только что говорили о том, что кто-то поет во время того, как катается, а Аня своим катанием поет. Она поет и душой, и всем телом, и каждым движением, и до кончиков пальцев, и это просто до мурашек пробирает. И когда это такое исполнение, это захватывает дух, ты забываешь, как дышать в этот момент, просто наслаждаешься этим моментом, то, что мы можем видеть такое замечательное катание. Ну и, конечно, вот мы говорим о том, что все сложилось, это говорит и о том, что техническая часть тоже стала единым целым с этим представлением, которое мы сегодня видели от Ани Фроловой. Прекрасно она справилась и с прыжковыми элементами, каскад тройной луц, тройной тулуп, с которого она начала свою программу, двойной аксель, тройной флип. Аня уже приучила нас к чистым прокатам, какие бы сложности не были на ее пути, но она вот свою планку задала, и она ее не снижает, и в техническом смысле в том числе. Ну вот сегодня во время тренировочного процесса мы, когда общались с Женей Рукавицыным, человеком, который обожает рыбалку, я ему пожелал сегодня поймать тюну. Дорогую, добротную, большую рыбку. И вот это катание... А ты знаешь, сколько тунец вообще большой? Знаю. Это вот объемы того, что я сейчас видел и оцениваю. Всем любви. Всем любви, сказала Анна Фролова. Знаете, есть победитель, есть проигравший, а есть просто most valuable player, как MVP. Но вот отдельная звездочка от меня дню второму соревновательному чемпионата России отдана Анне Фроловой. Да, абсолютный шедевр. Сегодня мы увидели в исполнении Анечки. И так нам это приятно и до глубины души. Она впереди, почти 74 балла. На лед приглашается Аделия Звезда Петросян. всех соревнований, в которых она принимает участие. Аделия Петросян. Надеемся, верим, что будет она звездой и на олимпийском небосклоне, куда двух наших спортсменов так великодушно допустили руководители Международного олимпийского комитета. Аделия танцует под Майкла Джексона. Сплошной хит. Planet Earth, my home, my place. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice? Тройной аксель. All the injustice.
Мне мама рассказывала, что отдавала меня в фигурное катание для того, чтобы укрепить здоровье. Я хочу сказать, что фигурное катание, особенно вот такие прокаты, расшатывают мою нервную систему. Это невозможно спокойно просто смотреть, не осознавая, какой колоссальный труд заложен в то, что мы сейчас наблюдали. А как все сложно начиналось. Да, чемпионка России, но где был четверной тулуп, где был тройной аксель в начале сезона? Будет, все будет. Ой, сложно подобрать слова. Мне кажется, очень многое заключено во взгляде Адели Петросян, который мы видели в самом начале программы, нам крупно показали. И мне кажется, в этих глазах было видно все. Это было и волнение, и переживания, которые переполняли Аделию. И одновременно это был решительный настрой показать ту работу, которая проделана, то, над чем они поработали. Тройной аксель. Долго мы на тренировке рассуждали, оправданный, неоправданный риск. Аделия взяла и сделала. И доказала, что это вообще и не риск, что она готова к этому элементу. Давайте посмотрим, конечно же, на него еще раз. Вот он, стартовый тройной аксель, элемент, который она впервые в этом сезоне исполнила на соревнованиях. И скромно не заявляла его, и никто как будто бы об этом не знал. А зачем нужна заявка, когда есть вот Когда прокат? можно прыгнуть. Да, когда можно пойти и сделать. Я пошел опять в сравнение. Это, как, знаете, очень далекий космос. Потому что пространство расширяется. И вот Аделия Петросян — это, как, наверное, то пространство, как иллюстрация мира фигурного катания. Она расширяет эти границы. И, как, знаете, мы видим сейчас не звезды, мы видим свет, который возник миллиарды лет назад. И есть те тела, которые мы никогда в жизни не увидим. Но именно сегодняшний день показывает, что все-таки это волшебство, сказка и вера должны оставаться до последнего. Сегодня мы увидели те звезды. Зрители не останавливаются в аплодисментах, не останавливаются. Весь стадион гудит и продолжает скандировать «Молодец, молодец», аплодировать и поддерживать Аделию после ее блестящего выступления. За исполнение короткой программы Аделия Петросян набирает 86. И почти на 13 баллов Аделия Петросян опережает ближайшую преследовательницу на 2,5 балла по компонентам и на 10 по элементам. Фролова же сказала, что это сон. Но вот сон не заканчивается. Мы продолжаем пребывать в этом сне. Абсолютно позитивная и танцевальная короткая программа Дарьи Садковой. Тренер-хореограф школы Тутберидзе Даниил Глихенгаус поставил ее под хиты Карлы Моррисон и Рики Мартина. И Дарья расцветает с каждым стартом. Очень успешным был для нее омский лед Гран-при. Снова, как и на прошлогоднем чемпионате России, когда она выиграла серебряную медаль. Но что такое лед и география? Все у нас в голове. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos.
se deja ver. Vestido de traje, furia salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. La fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita. Василий Соловьев во время проката подсказал мне, что музыкальная композиция она переводится как «легкий укус». И такое ощущение, что мы, знаете, были... как по-русски сказать, она укусила нас, она ужалила нас своим мастерством. И вроде, да, такое лаконичное, спокойное начало программы, и потом вот это латиноамериканские энергичные танцевальные хиты, вот такой яркий микс. Вау! Вот что за день, а? Потрясающе! Даша сегодня определенно зажгла лед в юбилейном, и как зрители ярко реагируют на... Третий уровень. Ну нельзя терять ничего. Так. Надо все наоборот. Ругаются на третий уровень в вращении в заключительном. Все посчитали, глаз алмаз и... Нет, ну все, бедуин, ты там вот это вот показал, и все, уже на бедуинском тебя зашатало. Да, я тоже досчитала бы все равно. Вот, ты же 8 стояла. Так, Очень интересно было послушать этот разбор после проката. ну, справедливый разбор, как всегда, что все нужно доводить до идеала, раз уж собрались. Да, если говорить про общее впечатление, Даша, конечно, сегодня зажгла этот лед, зажгла зрителей, как бурно все реагировали и на ее танцы, и на ее улыбку, и на эту зажигательную музыку. Давайте посмотрим каскад. Как тренеры сказали, каскад был очень хороший. Мы можем приоткрыть секрет, что на тренировке именно с каскадом... Мне кажется, Даниил попытался вступиться за Дарью, сказать, что ну, каскад был хорошим. Нет, сказала Дарья Георгиевна, каскад это нормально, а где уровень на вращении? Но, тем не менее, каскад действительно был хороший, хоть и на тренировке с ним были сложности, очевидно, не технические, а именно вот по настрою. Но здесь Даша умничка, чемпионат России в прошлом году для нее стал счастливым турниром. Хочется, чтобы сегодня это было... Сегодня, точнее, это тоже именно так, и хочется, чтобы завтра эта тенденция продолжилась. Ой, ну, Даша на программу заставляет танцевать всех, даже Дарью Георгиевну за бортиком. А вот, кстати, интересный момент. Очень долго Дашу отчитывали именно за вращение, которое должно быть 3-го уровня, а мы смотрим, и все вращения Даши оценили на 4-й уровень. Вот что интересно. Дорожка 3-го уровня, а вращения все на 4-й стоят. Прыжки все, как мы видим, да, в положительной зоне. Сегодня Даша умничка. Да, смотри, Даша. С таким же настроем и в произвольную программу. Да, именно. Но раскачалась, конечно, по ходу сезона, потому что с каждым разом все ярче и ярче она выполняет эту программу. Ну, не говоря уже про технику. Ну, правда, все на высший уровень. 73,27 балла. И она примерно с идентичным результатом с Анной Фроловой занимает на данный момент 3-е место. Обошла ее по технике и уступила по компонентам. На лед приглашается Логично. Дина Хуснутдинова. Еще одна обладательница тройного акселя сейчас поделится им со зрителями. Это Дина Хуснутдинова. Катается она невесомо. Есть у нее свой стиль, она нежна и точна, как в выражении эмоций, так и в исполнении элементов всех уровней, включая эксклюзивное вращение Дина Спин. Но каким эмоциональным было ее победное выступление в Казани. Она готова покорить весь мир.
Еще один элемент ультраси. Тройной аксель. Suore son cambiate, facce son diverse, e la mia città non la conosco più. Ora io sono solo una storia senza cose son cambiate, facce son diverse, però la mia città non la conosco più. Ora io sono solo una storia senza Я себя поймал на мысли, Что зря ты сел. Нужно было стоять с самого начала этой разминки и не садиться, а аплодировать стоя все время. Согласен. Мы все живые люди, мы совершаем ошибки. Но возвращаясь к Прости, прокату, прервал тебя. Мы даже не беспокоимся после выполнения ряда элементов за другие. То есть это настолько есть запас, что мы не беспокоимся о каком-то простом тройном прыжке, о какой-то дорожке. Да, бывают. Ты слышишь разговор тренерский? Опять говорят, зато каскад хороший. Держу. Но для меня это вот я сейчас придумал, я сравниваю. Это куколка. Такая куколка, которую можно заводить, и вот звучит музыка, ласкающая твой взгляд, твои мысли, и вот она прям так кружится. Вот Дина Хуснутдинова. Как в таких вот волшебных фильмах, да, шкатулочка вот эта. А меня Дина вообще погрузила, мне кажется, в какой-то такой транс, что ты говоришь, что после какого-то элемента мы перестаем волноваться, а я вот с первых секунд как будто даже не волновалась за Дину. Она такую уверенность в меня вселила и своими тренировками, и разминками, каким-то таким спокойствием, что даже не переживаешь за нее. Но вот тройной аксель, да, мы видим, что, конечно, на тренировках он был выполнен безошибочно. Подожди. Прости, что перебиваю, но здесь ставят даже не кьюшку, с которой я бы вот сейчас поспорил. крупно будут показывать, давайте посмотрим. Вход на нас. Ну, там даже четверть практически и не пахло. Мы специально, вот Миша сфотографировал, я попросил, потому что я плохо вижу. Я надел очки и дополнительно взглянул, какие полоборота. О чем речь? Кьюшка, ну еще окей. Ну, мы с вами можем, да, долго дискутировать, недокрут в четверть или все-таки Кью, но мы видим, что и сама Дина, я уверена, что понимает, что она этот прыжок намного лучше и техничнее выполняла и на тренировках, и на разминках, и лица тренеров за бортиком мы тоже видели, как они отреагировали на этот аксель. То есть это для Дины далеко не первая попытка, и она его настолько хорошо и легко исполняет, что все понимали, что она его может в любом случае выполнить лучше. Но это не отменяет того, что Дина, правда, вот такое спокойствие своим прокатом вселяет. Настолько она изящна в своей программе, и настолько она вот как кружева выписывает каждый поворот.
И какая крепкая нервная система у спортсменки, потому что в эфир это не идет, но в то время, когда предыдущая спортсменка ожидала оценки, Дина разминала тройной аксель. Раз не получилось, два не получилось, при том, что практически без разминки во время 6-минутной разминки получились они идеальным образом. И справилась с нервами и сделала. Ну, это 6-е место. Публика возмущена и шумит. На 1/100 она отстала от Ксении Гущиной. Ну и на 3 балла от 3-го места. Это вот полоборота на тройном акселе. На лед приглашается Алиса Двоеглазова. И в завершении сегодняшнего сумасшедшего дня Алиса Двоеглазова. Есть у нее заколдованная серия. Уже 16 турниров она не опускается ниже 2-го места. Да, 13 из них были юниорскими, но турнир Панина Коломенко и 2 этапа серии Гран-при только подтверждают наличие колдовства. Шучу. Каторжная работа и внимание к каждой детали. Вот что такое успех Алисы Двоеглазовой. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour, revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vole, 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 vole. Que d'espérance sur ce chemin en ton absence. J'ai beau trimer, sans toi ma vie n'est qu'un décor qui brille vide de sens. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Dans cette douce souffrance dont j'ai payé toutes les offenses. Écoute comme mon cœur est immense. Je suis un enfant du monde. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le temps, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour, revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vole, 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 vole. Завершает эти соревнования еще одна милая звездочка Алиса Двоеглазова. И как здорово публика ее поддерживала еще даже до того, как она начала кататься. Она только встала, в позу музыка заиграла, и все, начались аплодисменты. Она даже улыбнулась тому, насколько это все благожелательная публика и потрясающая обстановка, благодаря которой в том числе и такой замечательный прокат мы получили от нее. А я сформировал свое очередное мнение. По мне, интересно. Алиса Двоеглазова — это такое вот воплощение, возможно, непринужденной элегантности. Просто сочетает и классику, и комфорт, и, возможно, такой изысканный минимализм. Вот. Новая проблема. Ну, потому что кажется, что
что кажется? Меня прям подкидывало на прыжках. Пользуйся этим. Это хорошо. Это хорошо. Я согласен, Даниил Лихенгас, да. И хорошо, что подкидывала. Нормально, чуть-чуть застряла в дорожке. В середине. После колена провалилась по скорости. Про то, что Алису подкидывала на прыжках, это было видно сразу. Я как раз хотела сказать, что, возможно, в четверных прыжках это сразу добавляет тебе легкости в исполнении, а в тройных Алиса словно пыталась себя успеть остановить в воздухе, чтобы вовремя раскрыться и исполнить лишь 3 оборота, а не больше, потому что на каскаде вот луп я это заметила особенно. Ну, давайте сейчас посмотрим с самого начала. Ну, конечно, на очень высокой ноте мы завершаем выступление женщин сегодня в короткой программе. Затем тройной флип. Тоже мы видим, на какой высоте он исполнен. Это было... Вау! Вот, тройной луц, тройной тулуп. Высота, запас. Мне кажется, она могла даже не группироваться и как будто с руками в сторону прыгать, и ей бы все равно хватило той энергии, которая в ней сегодня была. Такое бывает, что как раз-таки от адреналина, от этих эмоций у тебя выше прыжок, резче крутка. И вот у Алисы все это сегодня было. Мне кажется, она могла бы эту программу несколько раз подряд откатать, и даже бы не запыхалась. Всех так подкидывает. И завтра, и послезавтра. Вот как тренеры сказали, а что в этом плохого? Все замечательно. Но у тренеров этой группы, я считаю, следующий уровень это будет, когда спортсменка еще кланяется в середине льда, они будут к ней подъезжать и уже начинать разбор. А вот смотрите, то, что происходило сегодня утром. Да, это было сегодня на тренировке. Ай, крутой кадр, конечно. Спасибо Первому каналу. О, повеселили. Конечно, мощь и звезда. Ну что, обратите внимание, по технике даже с двойным акселем находится на второй позиции Алиса Двоеглазова, то есть обошла всех, включая и Фролову, Садкову, Захарову, Гущину, Хуснудинову и Нелюбову. Всех обошла по технике, а по компонентам проиграла лишь Петросян и Садкова и занимает вторую позицию после короткой программы. Но хочется отметить, что, безусловно, отрыв есть. Аделия Петросян, Двоеглазова. Но вот начиная с Алисы, 74, 73, 73, 71, 77, 78, 69, 69, 69. То есть очень близко. Такая борьба будет завтра, это вообще... Как дожить до этого прекрасного дня, когда будет разыграны медали на чемпионате России. И понимаешь после увиденного, что этот день прошел не зря. Этот день прошел очень для всех, потому что сейчас у нас будет в студии интервью с лидером этого турнира Аделией Петросян, и мы передаем слово нашим коллегам. Ну что ж, завершились соревнования в коротких программах у наших прекрасных девушек. И Аделия Петросян, которую мы здесь ждем, не дождемся в нашей студии, уже здесь. И, конечно же, с нами поделится, как этот долгий-долгий день для нее сегодня прошел. Как мне кажется, шикарно. Стоя тебя приветствовали сегодня зрители в юбилейном. Рассказывай, что было сложно, а может быть, все и было легко. Легко было только добраться сюда, в Кисленкрай, а остальное было сегодня тяжело. Хотя все прошло вроде очень даже хорошо. И тренировка была хорошая, 6-минутная разминка была хорошая, прокат был достойным, поэтому жаловаться мне не на что. Зрители поддерживали просто, я уже даже не знаю на каком уровне, потому что они и стоя, и аплодировали, и кричали. Это было очень здорово. Но правильно говорят, что если выглядит легко, не значит, что это на самом деле на практике тоже легко. 86 баллов за короткую программу. Ты ожидала вообще такую цифру? Ну, я помню, сколько у меня было, когда я уже выступала с тройным акселем, поэтому я рада, да, что такие оценки вновь появились в этом сезоне. И я надеюсь, что я буду только дорабатывать и улучшаться.
Сезон начался у тебя с отбора сначала на Олимпиаду, потом мы не видели долго ультраси, не получались, как будто так как бы тяжело ты входила в этот сезон, но как будто бы набрала форму прямо к самому важному старту внутри нашей страны, к чемпионату России. Расскажи, это такая стратегия была, чтобы сразу не сверкать, а потихонечку подниматься по этой лесенке? Такой стратегии не было. У меня было практически 3 месяца межсезонья. Я была с травмой. В общем, первый месяц был входящий, потом травма на 2 месяца практически меня выбила. И вот я очень рада, что именно сейчас я начинаю набирать форму. Она еще, естественно, не пиковая. Надеюсь, что весь пик придется на февраль. Ты участвовала вне конкурса на этапе Гран-при России в Омске, катала произвольную программу, где продемонстрировала 2 прекраснейших четверных тулупа. Тройного акселя мы от тебя пока что в этом сезоне не видели. Вот только сегодня ты нам его продемонстрировала. Насколько вообще легко он тебе поддался? Понятное дело, мы уже услышали, что ничего просто так не дается, конечно же. Но вот если сравнивать с ультраси именно четверными, многие спортсменки даже говорят, что тройной аксель намного сложнее для них исполнять, чем четверные сальховые, тулупы и даже луцы. Вот для тебя как? У меня он немного вообще странный сам по себе аксель, он и выглядит необычно, мне кажется. Вот. Я, когда его ловлю, мне достаточно легко его держать. Просто вот было важно именно поймать выезд и начинать уже набирать обороты и прыгать больше, больше, больше. Когда я уже ноги забиты полностью, я иду и прыгаю этот элемент, я понимаю, что уже он более-менее подходит к стабильному элементу. Когда удалось выехать, причем так уверенно, стартовый свой прыжок, тройной аксель, выдохнула и уже начала кайфовать во время программы, или все-таки было напряжение? После тройного акселя вообще хотелось, в принципе, начать прыгать просто от радости, а не дальше ехать. Но я очень старалась. Ну, получается, ты продолжила прыгать. За тебя Данил Маркович попрыгал за бортиком. Прыгнула от радости и дальше тоже поехала от радости прыгать. Нет, я знала, что мне расслабиться нельзя ни в коем случае. Тем более был уже опыт 2 года назад в Красноярске. Я, правда, там не расслабилась, но все равно тройной аксель я уронила. Я ехала, держала в голове, что еще далеко не конец программы, и надо доехать, выйти со льда и уже расслабиться. Что вот, я расслабилась исключительно сидя в Кисенкрае. Впереди произвольная программа. Какие у тебя планы? Я уверена, что пойдешь в 2 четверных тулупа по планам. Тройной аксель. Будешь ли вставлять? Не люблю уже говорить про произвольную программу. Я поговорила, вот мы с вами тоже обсуждали. И Поэтому я и не спрашивал вот тебя этот правильно, вопрос. да. Я уже... Если что, это я во всем виновата. Ну вот, просто надеюсь, что все получится. Мы тоже надеемся. Отдыхай, пожалуйста, восстанавливайся. И мы ждем тебя в произвольной программе с твоей страстной программой. Спасибо большое. Аделия огромная молодец. Мы же продолжаем общаться с вами, ждем наши интервью. И совсем скоро наши девочки еще раз перед вами предстанут и расскажут о своих эмоциях после коротких программ. Женька, вот ты можешь еще выделить, может быть, из тех, кто сегодня выступал. Я хочу поговорить про Алису Двоеглазову, потому что как будто бы железная леди настоящая. Первый чемпионат России. Первый чемпионат России для такой юной девушки, которая буквально ворвалась в элиту женского одиночного катания нашего российского. Последняя она закрывала сегодня соревнования. То есть какой нерв после невероятного проката Аделии Петросян. Когда зал здесь просто сходил с ума. И вот так вот выдержать, такую держать стержень, мне кажется, дорогого стоит. Это большой чемпионский характер. Ну, давай узнаем, каков был ее опыт, какие ее внутренние ощущения после такого старта чемпионата России для нее. Она поделилась комментарием с нами. Алис, примите, пожалуйста, мои искренние поздравления. Не теряйте улыбку, пожалуйста. Какая вы умница, и я вас поздравляю с качественным, очень крутым дебютом на взрослых чемпионатах России. Что такое взрослый чемпионат России? Вы его прочувствовали? Я прочувствовала эту атмосферу, и мне кажется, здесь еще все намного больше красочнее, и как-то, я не знаю, даже ощущение, знаете, вот прям, вот я даже не знаю, как передать этими словами, по сравнению, например, с юниорским первенством России
наверное, потому что очень много зрителей, особенно много и на этой арене. И поддержка, конечно, просто великолепная. Дебют дебютом, но перед прокатом вы выглядели почему-то абсолютно спокойной. Как настраивались, что было внутри? И Сергей Викторович, отправляя вас на лед, как-то по-мужски, уж я не знаю, как это называется, крепким мужским рукопожатием вас отправил. Это на удачу было? Ну, не знаю, на удачу это было или нет, но настраивала я себя просто на спокойный рабочий прокат, как на тренировках. Я много времени уделяла мелочам, и это видно и в моих оценках, что в первую очередь меня сейчас очень радует. И, наверное, больше всего просто волновалась за крайний номер, вот так вот закрывать короткую программу. Хотя мне уже не впервые в этом сезоне, но именно вот чемпионат России вот так вот. А на каком элементе программы психологически была концентрация, после исполнения которого вы ехали и думали, все, Алиса, спокойно, все сделали, дальше просто едем? Наверное, после двойного акселя обычно я чувствую уже какую-то усталость, а я прыгнула этот прыжок, и я, заезжая на тройной флип, подумала, что-то я еще не начала дышать сильнее. Вот, и просто держала концентрацию. А так именно уже на дорожке шагов по усилению музыки я именно намного больше эмоций выдавала, чем до исполнения всех прыжковых элементов. Как себя чувствуют самые сложные прыжки, которые мы, надеюсь, увидим в произвольной программе? Есть ли на 100% ресурс, чтобы сделать ее чистой? Я очень много над ними работала, и психологически, и физически, чтобы перебороть, наверное, какую-то грань и планку в своей голове. И был план, по которому я вот работала сейчас 3 недели. Это для меня тоже впервые. Вот, немножко по-другому подходила именно к этим элементам. Но я надеюсь, что все это сработает и все получится. Еще раз огромное вам спасибо. Наслаждайтесь высоким уровнем этих соревнований и чистого проката, конечно. Спасибо. Это была Алиса Двоеглазова, ну а к нам в студии присоединился Михаил Коляда и его уже легендарные записки по коротким программам женщин. Но Миша с нами потом поделится своими комментариями, а у нас подоспело небольшое интервью с самой стабильной, одной из самых стабильных девочек нашей женской одиночки, Анной Фроловой. Смотрим. Анечка, я вас поздравляю с великолепной работой на льду, с великолепным прокатом. Вы знаете, для меня Анна Фролова — это 3 слова. Трудолюбие, стабильность и надежность. Эти все эпитеты сегодня были, либо, может, вы подберете свои. Под великолепную музыку Адели Петросян, ее крутейший прокат, скажу, что сегодня присутствовала стабильность, уверенность, надежность, наверное, но как всегда есть над чем работать. И все равно я допускала какую-то долю сомнений, даже на 6-минутке. Некоторые прыжочки, скажем так, делала не на 100%, а на 85%. Меня это не устраивает, хочется делать все на максимум. Всегда. Вы знаете, мы с Макаром Игнатовым сегодня после его выступления разговаривали. Для него это 8-й чемпионат, и он сказал, а лично я такой человек, что мне привыкнуть невозможно, и все равно волнуюсь. У вас 5-й. Привыкнуть правда невозможно? У меня 6-й чемпионат. Да. У меня 6-й чемпионат, и на самом деле эта мысль очень подбадривает, с одной стороны, а с другой стороны, какая-то даже немного пугающая. Ты думаешь, ничего себе, 6-й, то есть девочки кто-то совсем на 1-й выходит, а ты уже 6 лет участвуешь в этом мероприятии. И, конечно, привыкнуть невозможно, правда. Макар абсолютно прав, я с ним согласна, потому что ты каждый раз испытываешь одни и те же эмоции, новую бурю, новую волну, и это круто. Я считаю, что если бы можно было привыкнуть, терялась бы перчинка, эти специи, скажем так. После вашего проката многоуважаемые наши любимые комментаторы Первого канала все вместе стоя аплодировали. Не знаю, видели вы этот момент или нет. Хорошая ли это эмоциональная оценка работы на льду? Я не видела, но, наверное, это хорошая оценка. Я очень рада и довольна, что вызвала такие эмоции. Спасибо большое нашим прекрасным комментаторам. Я их с удовольствием слушаю. Вот. Передаю привет. Спасибо, что оценили мою работу, мой труд. Буду работать дальше. Спасибо в первую очередь вам и чистой вам произвольной программы. Спасибо.
Действительно, всем хочется пожелать чистых программ, а не таких, как листы Михаила Калиды, которые все абсолютно исписаны этими заметками знаменитыми, конспектами. Миш, ну я передаю слово тебе, потому что если изюминка женского одиночного катания это Анна Фролова, то в студии изюминка наша это ты. Спасибо большое, Максим. Тут у меня, в общем-то, написано про всех. И, ну, давайте пробежимся вкратце про третью разминку. Я себе пометил разминка эпитетов. Потому что действительно, буквально 5 спортсменок я написал рядышком топ. А по поводу Дины Хуснутдиновой пока растет. Ну, давайте пробежимся по порядку. Мария Захарова. Как по маслу. Сегодня действительно программа выглядела изящно, круто, мощно. И очень достойный дебют. Уверенно, круто, дерзко. Анна Фролова. Идеально. Бриллиант и 3 восклицательных знака. Тут уже, мне кажется, слова излишни. А вот я хочу тебя спросить. Мне не показался прокат Анны Фроловой сегодня идеальным, потому что как будто бы не додержал на этот нерв. Я как зачарованный, как всегда, смотрел на Аню. Вот так вот прямо дыхание у меня захватывало ее катание. Это действительно очень нежно. Но последнее вращение. Последнее вращение. Самый важный элемент. Ничего страшного. Точка программы. Михаил Калида простил ошибку на вращении. Да, я простил. Анне Фроловой я простил ошибку на вращении. Ничего страшного. Раз Михаил велел, то и мы прощаем. И судьи тоже. Аделия Петросян. Умница. Сегодня было все. Собралась. Мы видели на утренней тренировке, что она боролась. На 6-минутной разминке она боролась. И потом до выхода на старт она также боролась. Она даже в гневе сняла перчатки и, видимо, как-то вот взбодрилась. В нужный момент собралась. Молодец. Дарья Садкова. Зажгла на 1000%. И выходить после фееричного проката Аделии Петросян, ну, мягко говоря, непросто. Она сегодня справилась. Зал кричал «мало». Дина Хуснутдинова. Тройной аксель на тренировке был лучше. Да, действительно, на 6-минутной разминке он был лучше. И, ну, в прокате ничего страшного. Она только растет, и все у нее обязательно получится. Легкая, короткая программа на одном дыхании и очень спокойно. Алиса Двоеглазова вдумчиво катает. По ней не скажешь, что первый год во взрослых. Изысканный минимализм. Браво, Михаил. Это был действительно изысканный комментарий от Михаила Калиды. Сегодняшний соревновательный день подошел к концу. Это было действительно феерично. И мужчины нас порадовали своими короткими программами. И девушки тоже буквально блистали сегодня в своих коротких программах. И мы увидели ультраси. Даже в первой разминке было 2 тройных акселя исполнено. И как будто бы в женском одиночном катании уже это не является каким-то в России эффектом вау, что ли. Пока что не прыгает свой аксель в короткой программе, хотя тоже им владеет Дарья Садкова. Она тоже готова с нами поделиться своими эмоциями, потому что как будто сегодня она как рыба в воде была здесь в Петербурге, купалась в овациях. Давайте послушаем, так ли это на самом деле. Дарья Андреевна, спасибо вам за это выступление. Вы знаете, я всегда получаю колоссальное удовольствие, когда вы на льду. Но восприятие самого спортсмена тоже очень важно, поэтому спрашиваю так, а получили ли вы сегодня удовольствие? Когда я сделала первый прыжок, до этого момента, конечно, я находилась в напряжении, потому что я заезжаю, по сути, на главный элемент в своей программе, это каскад. И от этого прыжка зависит очень многое, поэтому я стараюсь максимально держать концентрацию и ориентируюсь только на ощущения в своем теле. И когда я его сделала чисто, я заезжала на следующий прыжок, и я сначала подумала, ну все, теперь спокойно, можно потихоньку получать удовольствие, а потом, как по щелчку, такая, нет, подожди, надо еще другие 2 элемента доделать. И после того, как сделала следующие 2 элемента, то уже, конечно, получила удовольствие, потому что у меня идет и смена музыки, и начинается более быстрая, веселая, и мне очень нравится этот образ. Я вообще очень люблю эту программу. И всегда, вот, который у нас уже старт, были контрольные прокаты в Питере, 2 этапа. Еще я выступала на мемориале Панина Коломенкина здесь, в Питере. И вот сейчас, получается, 5-е соревнование, ну, 5-й старт в этом сезоне. И каждый раз я очень счастлива показывать эту программу. Наверное, сейчас это любимая короткая. Вот, и поэтому получаю, безусловно, колоссальное удовольствие, когда вот удается катать ее чисто.
Пока что все 5 раз удавалось. И надеюсь, что до конца этого сезона также продолжу эту серию чистых прокатов, чтобы прожить полностью этот образ, потому что, опять же таки, повторюсь, он мне очень нравится. А поделитесь, пожалуйста, маленьким таким психологическим моментом, как у вас в голове это работает. То есть, понятное дело, в прошлом году, когда вы ехали на чемпионат России в Омске, это одно дело, а сейчас приезжаете сюда уже в статусе серебряного призера. В вашем ощущении ответственности или в волнении что-то меняется из-за этого? Сейчас я не чувствую вообще никакого волнения. И по приезде сюда тоже его не чувствовала. Был момент только после сегодняшней утренней тренировки, потому что она у меня, мягко говоря, не задалась. Прокат у меня был нечистый. Я сорвала как раз вот первый луц. И в целом тренировка могла бы пройти намного лучше. И после нее я переживала. Но потом у нас был достаточно большой перерыв. Я успела поспать, отдохнуть, почитать книгу и спокойно собраться. Уже приехала сюда специально заранее, чтобы как-то хватало времени на все, спокойно все сделать. И поэтому волнения особо такого не было. Да и даже, признаюсь честно, в прошлом году, когда я приехала на чемпионат России в Омск, то я испытывала очень сильный стресс перед короткой программой. Я очень плохо спала ночью, не могла долго уснуть. И вот за 2 дня до соревнований очень сильно переживала, сейчас такого не было. Дарья Андреевна, не терять настрой, не терять уверенность в себе и чистые вам произвольные программы. Спасибо. Это была Даша Садкова, ее эмоции от проката короткой программы. Но у нас есть еще пару комментариев от 2 наших дебютанток. Это Дина Хуснудинова и Мария Захарова. Дине 16 лет, это первый чемпионат России для нее. А также Марии Захаровой уже 18 лет, и это также первый чемпионат России в ее карьере. Да, действительно, вот так бывает в 18 лет, и ты только-только дебютируешь. Но это связано с чем? Связано было с травмами. 2 сезона практически такая яркая фигуристка потеряла, и мы как будто бы даже и не знали, что она у нас есть. И в этом сезоне она просто нам открыла глаза. Не только на свое существование, но то, что можно так круто кататься, не имея соревновательный опыт на протяжении 2 сезонов. Дина Хуснудинова, что ей не хватает? Но мне кажется, прежде всего, она еще такая немножко сыроватая, что ли, да, для взрослого катания. Ну, как будто бы немножко не взрослое катание, все-таки еще юниорское. Потому что только-только тоже совершила на этот переход и каталась до этого, тренировалась в Казани, где, в принципе, всему и научилась. И вот в этом сезоне перешла в группу Этери Георгиевны Тутберидзе, где, я думаю, как раз вот, может быть, уже в следующем межсезонье, я уверен, что Дина будет выглядеть абсолютно по-другому в следующем сезоне. Просто нужно время для того, чтобы адаптироваться, для того, чтобы стать лучше. Ну что ж, давайте послушаем, что же наши юные дарования нам рассказали. Дин, мои поздравления с великолепным прокатом. Какая вы яркая, какая вы умница, как у вас красиво все получается. Ну и, естественно, поздравляю с дебютом на взрослом чемпионате России. Что такое взрослый чемпионат России? Такой у меня вопрос. Спасибо большое за поздравления. Рада оказаться на этом чемпионате России. Он у меня, да, первый. Вот. Чемпионат России для меня это самый важный турнир в сезоне. И, к сожалению, не получилось показать весь максимум, который я могла бы сделать в короткой программе. Но ничего, я буду стараться в произвольной на максимум выкатать свои возможности. То ли вы умеете профессионально скрывать волнение, то ли вы почему-то не волнуетесь. Как оно на самом деле? И было ли, дрожали ли ноги при выходе на лед? Да, конечно, волнение присутствовало, оно всегда присутствует. Поэтому, наверное, получилось совладать этим волнением, и я этому очень рада. А чуть подробнее расскажите нам про исполнение тройного акселя, с какими мыслями вы на него заходили и как он получился. Наши многоуважаемые судьи поставили недокрут, я его не видел. Для меня идеальный тройной аксель. Вот как вы его прожили, этот сложный элемент? Я достаточно сильно нервничала перед ним, потому что такая публика, большой зал, чуть-чуть был мандраж, но я рада, что хотя бы смогла его приземлить. А какую задачу при дебюте на взрослом чемпионате России Дина Хуснудинова хочет перед собой поставить? Я говорю, конечно, не про баллы, может быть, не про какое-то определенное место. Просто чем вы останетесь довольны? Останусь довольной чистым прокатом произвольной программы.
Вот. Желаем вам чистого проката, произвольной программе, и чтобы вы были довольны. Благодарю. Маш, спасибо вам за это выступление. Какая вы яркая, какая вы органичная, и как вам идет все-таки эта музыка. Но в первую очередь хочу выразить слова восхищения вашей стойкостью, вашей силой, потому что все мы знаем, что у вас была тяжелейшая травма, и насколько вы рассказывали, что была вероятность вообще, что, может быть, завершится карьера. Поэтому вопрос такой первый. Не победа ли и не радость ли это, что мы вообще здесь находимся, и на таком уровне мы, как болельщики, можем наслаждаться вашим крутым прокатом? Для меня это однозначно победа для себя. Вот. И победа, наверное, не только из-за травмы, а еще победа то, что вот вчера, сегодня, как для меня, были тренировки не очень. Вот. Ну, не шли, я как-то не особо не могла под лед подстроиться. Все же он здесь немного другой. Вот. И поэтому для меня это, конечно, большая победа. Вот. Мне кажется, я, по-моему, впервые получила 71 балл за короткую. Вот. Но я очень старалась. Я вот после 2 этапов работала над дорожкой, работала вообще над всей программой, над эмоциями. Вот. Наверное, немного заслужила я. Я уж не знаю, насколько это уникальный случай, но дебютировать на взрослом чемпионате России в женском фигурном катании в 18 лет, что это за дебют, когда уже в осознанном возрасте, и было ли вам, взрослой, волнительно? Наверное, не скажу, что мне прям было как-то это очень волнительно, потому что для меня каждый старт это какая-то... есть немного чуть-чуть волнения перед каждым стартом. Вот, то есть, нету какой-то особого волнения. Вот. Но как-то, я очень рада, что я в осознанном возрасте здесь нахожусь, потому что если бы я была, наверное, меньше, как раз лет 14-15, я бы не особо это как-то воспринимала. То, что вот как круто здесь быть. А сейчас это уже совсем другое сознание. Каким нюансом, аспектом или конкретным элементом больше всего довольны, которые сейчас вспоминаете и думаете, вот здесь вот Маша молодец? Дуплю. Потому что сегодня что-то утром он у меня как-то не очень шел. Вот, он у меня шел немного то в перекрут, то куда-то вообще вправо-влево, меня очень шатало. Вот, и сейчас он такой здесь хорошенький получился, я очень рада ему прям. Я вам желаю, чтобы в произвольной программе она тоже получилась чистой, чтобы не было ни вправо, ни влево, чтобы чисто, хорошо и качественно. Там главное, чтобы тулубы получились. Это вам желаем. Спасибо большое. Это были Дина Хуснудинова и Мария Захарова, делились своими эмоциями. Ну а мы благодарим нашего специального корреспондента Игоря Прудникова за то, что вылавливал по крупицам вот эти вот частички эмоций наших девчонок и мальчишек. Да, наш день подходит к концу, но прежде позвольте с вами поделиться, что же день грядущий нам готовит. Завтра у нас длинный эфир. С 8 утра он начинается, поэтому вставайте пораньше, варите кофе. С 8 утра мы начинаем, стартуем с тренировок наших танцоров. В 9:15 мы посмотрим тренировки спортивных пар и в 11 часов тренировки наших девчонок. Сами соревнования начнутся, танцы у нас начинают, это в час дня, в 13:00. После, естественно, пары, это 15:45, и женское одиночное катание, произвольная программа, 18 часов вечера. Поэтому обязательно смотрите фигурное катание на Первом канале, не планируйте себе ничего на завтра. И я думаю, что мы обязательно с вами встретимся. А пока... Пока-пока. До новых встреч. До новых встреч. До завтра. Смотрите фигурное катание на Первом.